Друзья, всем привет! Это шоу о ментальном здоровье «Справиться проще», и мы начинаем второй сезон. Мы находимся в Симаче. Вот они нам любезно предоставили свою площадку. Спасибо им большое. А мы активно призываем вас подписываться на наш канал. Нам совсем чуть-чуть осталось до 100 тысяч подписчиков. Пожалуйста, сделайте нам такой подарок. Мы будем очень-очень-очень рады. Первая тема нашего второго сезона – это то, о чем вы нас умоляли снять, просто умоляли. Это любовная зависимость, которая есть у меня, которая есть у Наташи. Обсессия, страдания. Просто боль! Как выбросить человека из головы? Разберемся сегодня. Это история о том, что когда мы уже приняли решение, что мы не хотим быть с этим человеком, но мы никак не можем избавиться от этих навязчивых мыслей, и мы ничего не можем с этим поделать. И вот мы решили разобраться, что же делать, куда идти, куда бежать. Бежать, потому что хочется подальше уже от этого всего. Да, потому что у меня раньше была, знаешь, какая история, что типа вот, я сейчас типа такая буду недоступная, и он ко мне придет. Вот, это типа была такая обманка мозга. А ему это нахрен не надо. А ему это не надо. Ты исчезла, он забыл. Да. Вот. И только буквально, мне кажется, к этой осени я пришла к тому, что я реально не хочу ничего общего с этим человеком, и просто хочу закрыть этот шкаф, эту дверь, и просто так, типа, пожалуйста, отпусти меня, не хочу. То есть вы уже поняли, у нас есть конкретные люди, от которых мы хотим избавиться. Вот именно, как бы, да, это история о том, что мы хотим избавиться, что нужно закрыть эту дверь. А не то, что мы такие, вот, мы сейчас вас научим быть недоступными женщинами, и он к вам вернется. Это не возврат мужа в семью. Да, не та передача, вообще да, не так та что передача. если вы думаете о том, что мы сейчас будем здесь раскладывать Таро, это мой ТикТок. Подписывайтесь на него. Таро для патреонов. Карина, тут на прошлой неделе перечитывала психологические исследования. Ты же знаешь, что умеренные физические нагрузки положительно влияют на ментальное здоровье? Это типа как в здоровом теле здоровый дух? Именно. В общем, я вчера была на своем первом занятии на йоге. Это вообще очень крутые ощущения. Теперь прям каждую неделю буду заниматься. Кстати, инструктора я нашла на профи. Если правильно заботиться о своем теле, то это правда помогает справиться с нервным напряжением. А вообще в профи можно найти практически любого специалиста под любой запрос. Профи — это маркетплейс услуг, где встречаются те, кто оказывает услуги, и те, кому эти услуги нужны. В этом сервисе можно найти специалиста практически на все случаи жизни. Парикмахеров, репетиторов, мастеров ремонта, автоинструкторов и многих других. А профессионалам оно помогает найти клиентов и заказы. Благодаря приложению можно комплексно решать разные задачи. Например, если вы делаете ремонт, то в одном месте можно найти бригаду, которая сделает ремонт, услуги по перевозке и уборке после ремонта. Удобно, что вы сами можете выбрать цену, которую вы готовы заплатить за тот или иной заказ, чтобы нужный специалист быстрее нашелся. Чтобы окончательно выбрать мастера под ваши дела, вы можете посмотреть анкету и отзывы, которые оставили другие клиенты профи. Профи — это почти 2 миллиона специалистов и более 9 миллионов клиентов. В день клиенты оставляют около 15 тысяч заказов, ведь для любой задачи есть профи. Ссылки на приложения для клиентов и для специалистов вы найдете в описании к этому видео. Ну что, какая твоя боль? Это нервный смех! Этот нервный смех! Сколько ты по жизни и какая твоя боль? Сколько ты страдала? Ой, я страдала. Да, это, кстати, очень интересно, потому что когда мы познакомились с тобой, когда мы с Кариной познакомились, буквально в первые 10 минут, наверное, мы выяснили, что у нас есть вот эти вот всратые истории у обеих вот какие-то... Слушай, помнишь, что ты мне сказала, что ты знаешь о моей истории, при том, что мы с тобой были незнакомы? Что все знают о моей истории, но никто просто об этом не говорит мне. Ну, это потому что такая история, про которую никто не знает.
но все знают. Да. Поэтому я знала. Ну да, давай начнем с моей, потому что, мне кажется, несмотря на ее болезненность, она лайтовее, чем твоя. Хотя бы потому, что я категорически отказывалась всегда называть это любовью. И даже влюбленностью. Мне на самом деле это те отношения, за которые мне максимально стыдно. Мне прям супер стыдно сейчас будет это рассказывать. Мне прям вот мерзко. Прям я вот не могу понять, почему я оказалась в такой ситуации. Вот знаешь, что вот прям боль еще и... Да какого хрена? Ты же классная девчонка. Вот чё ты вообще делаешь? В общем, есть чувак. Когда мы с ним познакомились, это было 6 лет назад, и мы вместе работали. Сбежать от него было некуда, потому что виделись мы каждый день, и сначала это было в формате такой дружбы, ничто не предвещало. Мы там кликнули на каких-то темах, там, что мы оба любим Pink Floyd, мы там разговаривали про музыку, про какие-то книжки. Да. Ну, Pink Floyd, понимаю, да. Есть такой момент. Как-то это все так начиналось с дружбы, а у него была девушка. Я уже сказала про это? Мне кажется, это само разумеющееся. Конечно, да, конечно. Да. У него была девушка. И я, собственно... Это, наверное, играло вот какой-то и плюс, и минус в том плане, что я думаю, вот, у него есть девушка, значит, у нас априори только дружба, мне, значит, безопасно, значит, я как бы могу общаться. И в итоге я подобралась слишком близко, где стало вот очень больно. А девушка, вот там ее была уже территория на самом деле. И получалось так, что как-то вот эта наша дружба очень быстро переросла в флирт и так далее. Все это развивалось. И уже потом наши отношения были в формате в пятницу мы гуляем за ручку и целуемся, а на следующий день в субботу я лежу и думаю, что я дерьмо, а он гуляет со своей девушкой за ручку и целуется. Ну, в общем, да, это были такие очень изматывающие отношения, которые видели все коллеги. Все со стороны видели, что что-то происходит, и все знали, что у него есть девушка. Естественно, врагом была я, не он. Потому что никогда у нас парней не винят за это. Винят всегда девчонок за то, что ты влезла в какие-то отношения. То, что у него есть отношения, и он заводит там что-то себе еще на стороне, всем пофигу. Ну, то есть остракизму подвергали меня. Если кто-то решал кому-то из нас что-то высказать, то это была я. Ему никогда никто ничего не высказывал. Вот, и как-то это так все длилось, 1,5 года. Я то говорила ему, так, все, слушай, а меня мучило, меня выворачивало, мне было так больно. Каждый раз, когда мы с ним тусим, на следующий день я прям болела, меня прям колотило. Я думаю, господи, зачем? Мне, прям физически было больно. Я вот сейчас болею, собственно, я тебе вчера сказала, что это какая-то вот такая тема, что с ним я все время болею физически. И вот сейчас нам нужно про него поговорить, и я снова заболела. Меня организм отторгает вообще его. В общем, как-то так 6 лет это все длилось, то у него была девушка, то он расстался, у меня были какие-то отношения. Мы всегда с ним встречались, и у нас что-то происходило между нашими отношениями. И точно так же мы встречались, и что-то происходило, даже когда у нас были отношения. У нас была какая-то вот эта невероятная химия, когда вы встречаетесь, и просто электричество. Просто вот невозможно ничего сделать, потому что ты вот смотришь на него, и вот просто не получается себя контролировать никак. Так и получалось, что там он со мной изменял, я с ним изменяла. И каждый раз я чувствовала себя, прям очень плохо. И самое страшное, что я понимала, что я с этим человеком быть не хочу на каком-то разумном уровне, потому что я его не уважаю. Потому что то, как он себя ведет, это трусливо, это подло. И он никогда не... Он всегда отказывался со мной вообще обсуждать, в принципе, отношения. Он как бы делал вид, что ничего не происходит. Если он со мной, то его девушки как бы не существует. И все нормально. И был такой момент, когда мы с ним переписываемся, и я говорю, что там, ты где? Он там, я в таком-то баре. Я говорю, а я в таком-то баре. И там что-то ля-ля-ля, переписываемся. Я говорю, я сейчас приеду в твой бар. И он мне начинает как-то так обтекаемо. А может, не надо? А может, ты там еще не допила, знаешь? Все. Иди погуляй. Иди погуляй, да, там это. А я уже в Дрибадан. Я такая, не, я сейчас приеду. И что-то как-то вот он меня... А я, не сообразила, не запоставила, потому что я пьяная. Я приезжаю, он там с ней, конечно же.
То есть настолько у человека не было яиц, просто чтобы мне сказать, там, типа, слушай, я здесь девушка, не приезжай. Просто настолько вот он трусливо себя вел. И таких ситуаций было очень много. И, в общем, я прям долго мучилась, много лет. Это продолжалось. Я просто пытаюсь понять, как донести, в чем была боль, наверное, этих отношений. В том, что я продолжала, несмотря на вот это какое-то неуважение моему к нему, и какое-то мое понимание, что этот человек не дотягивает там, по каким-то моим критериям ни до чего, что там есть люди, с которыми мне намного интереснее, есть люди, которые умнее, есть люди, которые там куча пунктов, но я все время возвращаюсь к нему, а меня там как бы вот, не ждут. Меня там как бы, пришла, хорошо, уйдешь, тоже хорошо. То есть вот какое-то такое. И все время вот это было какое-то, что я вот вроде понимаю, что, я заслуживаю лучшего отношения к себе, вообще всего. А он как бы всегда давал мне понять, что у нас с ним отношений не будет каких-то. И в какой-то момент я думала, я вроде как сама не хочу, но то, что он не хочет, меня вот это вот еще больше. То есть, как можно вот со мной-то не хотеть отношений? То есть вот это вот меня очень сильно убивало. И он еще всегда, когда я к нему возвращалась, там, когда у меня что-то было не так с парнями, я всегда ему писала, звонила, типа, пойдем гулять, там что-нибудь. Мы там просто... Отношения, на самом деле, на алкоголе были завязаны. Просто вот мы шли, мы бухали, у нас вот это вот наше чувство вины перед нашими официальными партнерами уходило, мы там могли обниматься, целоваться и так далее, и так далее. И он очень так любил при этом проходиться по моим парням, что типа, ой, а этот выглядит так себе, ой, а этот что вообще по жизни делает. В общем, велся низко по многим каким-то пунктам. Обесценивал вообще все. Он мне завидовал в каких-то моих профессиональных достижениях, что вот там я там что-то достигаю, у него там сразу лицо прям менялось. Я прям видела вот это вот. Какое-то такое нарциссическая боль, что вот я тут чего-то добиваюсь больше, чем он. А как часто вот вы виделись? Это зависит. Вот бывали периоды, если у меня что-то идет не так в отношениях. Он мне, кстати, на это указывал справедливо. Он мне говорил, как только у тебя что-то идет не так в отношениях, ты материализуешься. И это, наверное, действительно так, потому что шло что-то не так, я думаю, я хочу веселья. Я запишу ему, там, типа, пойдем куда-нибудь. И в такие периоды мы там могли встречаться, не знаю, там, раз в пару недель. А ты инициатором была или он? Как-то поровну. Да? Как-то поровну, да. Но я, наверное, драйвила, как сказать, градус этих отношений. То есть в зависимости от того, какая у меня была потребность в тот момент, я вот там, окей, сейчас мы больше в сторону дружбы, а сейчас мы больше в сторону там... А как вот это все начало сходить на нет, и вот начались просто вот эти вот какие-то мысли, когда вот вы перестали видеться? Катарсис случился в прошлом году, когда был впервые в жизни период, когда ни у меня, ни у него не было отношений. И в итоге мы виделись супер часто, мы практически все лето с ним протусили, и мы были там... у нас был формат совершенно friends with benefits. То есть такой... И у меня в прошлом летом не было секса ни с кем, кроме него, и у него то же самое. И вроде как вот момент, а что нам мешает попробовать встречаться? Как бы официально ничего нет преград, ни у кого нету никого другого, и почему-то мы этого не делаем. И почему мы этого не делаем? Потому что вот он так ко мне относится, а я понимаю, что, меня вообще не уважают. И это не то, что было о том, что я хочу, да, там снова с ним быть, потому что разумом, да, там я понимаю, этот человек не мое, через 3 месяца официальных отношений мы бы с ним просто расплевались. Но просто вот это вот чувство, что он мне прямо иногда говорил, да, ты классная, но еще же с другими интересно пообщаться. Наверное, самый такой момент, который меня задел, который много что для меня прояснил, на самом деле. Мы с ним лежим в кровати. Через 15 минут после. И он меня спрашивает, а что такое любовь? Диалоги о рыбалке обожаю. Да, или там, что такое влюбленность? Я как-то там начинаю как-то концептуально описывать. Вот, влюбленность, я думаю, так-то, так-то. И он такой, интересно. Вот знаешь, когда я встретил тебя первый раз, я подумал, вау, Наташа, просто
как бы вот хотелось бы, но типа где я, а где Наташа? Но потом, говорит, ты начала со мной общаться, проявлять ко мне внимание, у меня это все прошло. А что, нужно было его палками бить? И я что ли? такая, то есть 6 лет моей жизни. Ага. А у тебя это все прошло, оказывается, еще там в первую неделю, после того, как мы с тобой начали общаться. А зачем ты тогда со мной вообще проводишь время? Да, зачем ты тогда со мной проводишь время? Момент, в который это было сказано, там, в принципе, то, что мне это было сказано, зачем такое говорить, даже если ты так себя чувствуешь. Я после этого так, окей, я перестаю с этим человеком, похоже, как минимум спать. А потом как-то плавненько я поняла, что общаться мне с ним тоже надо перестать, потому что меня это просто вот мучает. И я настолько была тряпка, мне настолько было тяжело с ним разорвать отношения, что я даже вот сообщение, в котором я хотела разорвать отношения, я написала максимально как-то так, ну, мы можем общаться вот иногда, но вот если вот это... Ну, в общем, как бы в целом я просто не хочу общаться так много. Хотя мой посыл был в том, что я вообще не хочу общаться, но настолько мне вот было тяжело это разорвать все. И я прям после этого отходила месяцами. Хотя он воспринял это, ну ладно, ок. То есть, просто человеку было похуй все это время. А я прям болела еще. Несколько месяцев я прям каждый день он у меня что-то всплывал в голове. И не потому, что там какая-то любовь к нему, никогда этого не было. А просто была мысль, почему я позволила так с собой обращаться на протяжении стольких лет. То есть почему я позволила этому человеку как-то управлять моей самооценкой. Почему вообще мое самоощущение зависит от какого-то парня, которого я по-хорошему, даже не уважаю. То есть вот это все какие-то такие вопросы просто вогнали меня в депрессию. Он был, вся эта ситуация с ним была очень большим триггером моей депрессии в прошлом году. И меня как-то отпустило, наверное, этим летом. Вопрос в том, как выкинуть человека из головы, он все равно очень актуален, потому что у меня это заняло, слишком много времени. Перебор. Нельзя так. 6 лет, и потом еще год, когда вы не общаетесь, и все еще он в голове. Очень плохо. Это какая-то очень странная история, потому что мне очень сложно и как-то странно ее начать. И очень стыдно, потому что мне вообще было очень стыдно за эти чувства. Не потому что я такая классная, и как я могла в это вляпаться. А потому что я на протяжении всего этого времени думала, он такой классный, как я вообще, могла его, полюбить. Познакомились мы официально в 17-м, но понравился мне он еще в 16-м. Я, пришла на его концерт, и увидела, а до этого я всегда думала, что он лох. Я думала, что за лох, что за песни, что за отстой. И все время угорала. Вот. И когда мы познакомились, и я встала вот так вот, и он мне говорит, слышь, ты. И я такая, а ты чё? И, в общем, мы вы быканули просто. Мы друг другу нахамили. И он такой, что-то такой, что за тёлка здесь стоит? Я говорю, слышь, если ты еще раз назовешь меня тёлкой, я тебе там что-то выбью челюсть. Пинк Флойд и разборки футбольных фанатов. Я еще потом такая думаю, круто мы поговорили. Я ему понравилась. Он меня заметил. Вау! Вот, а потом я ему... Просто с района какие-то чуваки. Потом я еще пришла на концерт в Екатеринбурге. Я играла диджей-сет и зашла к нему на концерт. И он такой, ты пришла, ничего себе, прикольно. Я такая тоже про себя такая, вау, круто. Я ему написала в Инстаграме, слушай, а хочешь поужинать? Он такой... Еще что? Нет. Да ладно. Да. Он такой, я подумаю над твоим предложением. И я так переживала, и мне было... И я такая думаю, вот я дура, как я могла его позвать на ужин, Он тебе уже прям понравился на тот момент. Он уже тогда мне... Это был в 16-м году. И в 17-м году он мне пишет, слышь, ты меня вроде год назад звала на ужин. Ну чё, пошли. И я такая, нифига себе! Ну, пошли.
И вот я сейчас типа смеюсь, а это для меня были такие искренние чувства. Я так переживала. Очень сильно. Он тогда только расстался со своей девушкой, и вот мы гуляли, я помню, и так разговаривали, это было все так мило. Вот, но мы никогда не встречались, и как он делал? Я вот сейчас понимаю, что меня очень сильно выбивало из колеи, и что у меня крыша-то съехала, потому что он вначале давал очень сильную валидацию, типа, у меня же... На чем пунктик вообще, что у меня очень сильное чувство пустоты, одиночества. А он мне всегда говорил, мы одной крови, типа мы чуть ли не семья. Вот мы с тобой, ты да я, и мы вообще одинаковые. Вот мне он всегда говорил, ты меня так понимаешь, а я тебя очень хорошо понимаю. И вот эти диалоги о Луне... Они во все одно и это то в же Google у всех Docs. Это просто. в Google Docs один и тот же файл. Они там его... Вот Просто так вот. Ты меня так хорошо понимаешь, Ну мне вот, с тобой и вот- так интересно, Вот, ни да. с кем И, так короче, неинтересно. вот это вот очень сильная валидация, что вот, Карин, ты меня так хорошо понимаешь, меня так никто не понимает, как ты меня, и я тебя очень хорошо понимаю. И вот ты на вот этой вот волне двигаешься, а потом тебе перестают отвечать. Мгм. И вообще говорит, слушай, ты что мне пишешь? Ты меня вообще достала. Тебе что, заняться, что ли, нет? У тебя что, дел, что ли, нет? Отвали от меня. Дай поиграть в Fortnite. Да, я в Fortnite у мамы играю. Ты что, дура, что ли? Отвали. И это Моя любимая совершенно два разных человека. И это очень сильно выбивает. Это, мне кажется, здорового человека выбивает. А когда у тебя еще и диагноз, мне кажется, это, вот это меня очень сильно выбило. Это главный триггер всех моих там типа селф-хармов, наркотических вообще срывов. Я там типа 17-й год очень сильно начала торчать. Мне было очень стыдно, я никому не рассказывала. Ну, там типа мои друзья знали, что мне там нравится чувак, но я никогда никому не признавалась, что я очень хочу с ним встречаться. Ну, типа, мне он очень нравился, я очень сильно влюбилась. А он, типа, приходил раз в месяц, типа, вот это ля-ля-ля, мы спали, и он исчезал опять. Ну, ему, типа, так было удобно. У него таких тёлок целый телефон, вот так вот. Он, типа, у него эти страдания, ему как на работу сходить. Вот. И ему нормально. И я, на самом деле, сейчас его не виню, потому что он не в терапии. Ну, как бы он не понимает, что это такое. Ну, мне кажется, что я приняла это. И, это абьюз. That's big of you, я бы сказала. Ну, это абьюз, на самом деле. Типа, вначале давать человеку огромную надежду, типа, говорить такие громкие слова, что, типа, ты можешь на меня положиться, если тебе плохо. А потом я пишу, что мне плохо, и он говорит, ну, иди послушай музыку, погуляй по улице, музыку послушай. Я такая, офигительный совет, спасибо тебе большое вообще. Ну, вот. И проблема заключается в том, что сейчас... Вот это типа 17-й, 18-й, 19-й год. Я изменяла с ним, и это плохо. Я понимаю, что я типа... это плохо. Чё тут? Просто к человеку вот тянет. Необъяснимая какая-то херня. По-другому я тогда бы ничего... я по-другому не могла сделать. Вот. Это как бы очень плохо по отношению к моим партнерам, с которыми я была в тот момент. Мы последний раз общались в октябре. Год назад. Да. И мы общались каждый день. Мы виделись почти каждый день. И меня потом очень сильно выбило это. И потому что он потом и перестал вообще со мной общаться. И я не понимаю, что я сделала. Скорее всего, ничего. Просто ему... перехотелось со мной общаться, у него появилась там какая-то другая девочка, с которой ему, видимо, захотелось общаться больше, чем со мной. Но я не понимаю, как это работает, потому что, типа, глубина таких разговоров, я так ни с кем не общаюсь. У меня не работает так. И у меня болит из-за того, что я очень сильно обдолбалась в декабре,
и позвонила ему, очень сильно плакала. Я не помню, о чем мы разговаривали. Мы разговаривали целый час. И он что-то кричал на меня, а я кричала в ответ. И я не помню, о чем этот разговор. И мне до сих пор хочется спросить, о чем мы разговаривали. И у меня не хватает смелости, написать, в чем там дело. И у меня очень было плохо на протяжении весны, лета. Я делала ужасные вещи, по крайней мере, как мне кажется, потому что я гуляла по району, где он живет. И мне, с одной стороны, очень хотелось его встретить. С другой стороны, мне было так стыдно, что я думаю, это какое-то, с одной стороны, сталкерство, что, кринж какой-то, вообще, как я вообще могу, это вроде бы как пересечение личных границ другого. Все мы там были. Но это же, или я иду в продуктовый в его и покупаю газировку, и сочиняю историю, что, я здесь у какой-то подружки в гостях, и я думаю... Во-первых, это неправдоподобно. Во-вторых, это полный бред. А во-вторых, мне так стыдно. Но я ничего не могу с собой сделать. И эти мысли каждый день о нем, что мне нужно, с одной стороны, написать, с другой стороны, мне стыдно, с другой стороны, я хочу его видеть, с другой стороны, не хочу. И просто один сплошной этот человек. И я понимаю, что ему-то на меня все равно. Вообще все равно. Он вообще обо мне даже не думает. Вообще, была какая-то там одна из 100 миллионов, у него их целый он их вот так вот открывает и такой, сегодня одна, завтра другая, с этой я туда поеду, с этой я туда поеду. Их много. Ну в этом и боль этого, да, что мы прям так паримся, да, по ним, столько времени уходит на это, и за это стыдно, а им вообще посрать. Да. Это просто больше всего, что прям реально очень стыдно за это. Что здесь столько чувств направлено на одного какого-то человека, он этого не понимает, а если он это понимает, то ему кайфово от этого. Прикольно же, вон по тебе. Слушай, да, у меня угорает. так было. Слушай, я сейчас давала интервью, и мне задали вопрос, у тебя селф-харм был из-за него, а я не заговорю имя, потому что я, во-первых, не готова в медиапространстве, чтобы перемалывали эти кости. Я просто не готова ментально это переживать. А я спросила у интервьюера, я говорю, а ты откуда знаешь это? Оказывается, в общем, там вся эта тусня, он, в общем, с ними со всеми знакомый, и они там все это обсуждают, это прикол. И я такая думаю, офигеть вообще. Я так расстроилась, что это для него это приколдесная история, а для меня это драма жизни. Знаешь, у меня, кстати, с моим чуваком у меня было обсуждение, я у него как-то спросила, ты про меня вообще рассказывал кому-то? Он такой, нет, у меня не было потребности хвастаться. То есть эта концепция, да, что у тебя какая-то тёлка на стороне, это хвастаться. То есть почему? Почему так он это видел? Вообще вопрос. И не знаю, в этом проблема, что хочется сейчас обсудить этот момент обсессии. Потому что что бы ты ни делал, человек в твоей жизни остается годами. Другие люди меняются, приходят, уходят, а с ним все равно что-то остается, как ты сказала, как будто с ним интереснее всего. Да, и это какая-то связь, когда вы встречаетесь, вы разговариваете, и кажется, что просто время останавливается, потому что вы можете бесконечно разговаривать. И с другой стороны, у нас же были мужчины до этого, и после этого, и во время этого. Они были, но почему-то не было таких обсессивных мыслей о других людях. Да, я просто помню, что у меня просто его имя не сходило ни с языка, ни из головы. У меня просто тра-та-та-та-та-та-та. Это как заезженная пластинка. Я помню, что я сидела со своей подружкой, это было, наверное, на 2-м году, пока мы еще вместе работали, пока я еще видела его каждый день. Мы сидели в Старбаксе, я просто пила шоты эспрессо, пока мне подружка просто такая, Наташа, завязывай. А я ей такая... имя, она такая, Наташа, завязывай. И я этими всеми шотами, я думаю, может сейчас, может получится, может это такой что-то
сейчас произойдет, что вот мы с ней это проговорили, она мне сказала, я прям в тот момент я прям прочувствовала, что надо завязывать. Я думаю, все, я сейчас завяжу. А это реально как зависимость какая-то, вот с которой нужно завязать. Ну, нет. Но, знаешь, мне кажется, что вот я поняла свою ошибку, что каждый раз, когда я пыталась поставить какую-то точку, она никогда не ставится, что в какой-то более-менее эффективный способ, который я для себя нашла, что тут нужно не видеться. Угу. Лучше всего не видеться. Абсолютно. И реально там держаться на зубах, что вот не видеться, работать там, прорабатывать это с психотерапевтом или там еще как-то. Но это же как с зависимостью, что если ты один раз попробуешь, то у тебя начинают эти нейронные связи снова и снова требовать этих встреч, этих смс-ок, когда ты такой: о, боже мой, ну напиши. А тяга-то же, она возникает. Вот, и тяга снова возникает, конечно. И она и так-то с ней тяжело бороться, потому что возникает какая-то ситуация, думаю, надо ему написать. Да. Вот с ним это хочется обсудить, и все. А если напишешь, там провал. Да. Как ты считаешь, что бы для тебя было вообще победой в этой ситуации? Слушай, победа в этой ситуации заключается в том, что ее невозможно победить. Ее невозможно победить, и я поняла только сейчас это. Я не смогу его выиграть. Он меня всегда побеждает. Это правда. И я должна сдаться. Все, окей. Я перед своей зависимостью я слаба перед своей зависимостью. И я капитулируюсь. Как вот в 12 шагах мы капитулируем. И все. И я вот с психотерапевтом вчера разговаривала на эту тему, и у меня же до сих пор есть эта завихрень, что гостингом я занимаюсь до сих пор. И мы с ней договорились, что каждый раз, когда мне хочется залезть к нему в Инстаграм, и знаешь, как у меня такая: ну как дела у лохов? И начинает. И я начинаю... С аккаунта что там, ноготочки? Нет, слушай, я, кстати, залезаю не с ноготочек 666, а со своего аккаунта, потому что знаешь, что я думаю? Вот вдруг я у него появлюсь, типа, вверху, Ага. и он увидит то, что я смотрю. Ну и, короче, она мне говорит: так, смотрите, вот каждый раз, когда вам хочется залезть в его аккаунт, дочитайте до 15, и, во-первых, этот импульс начнет пропадать, надо написать какому-то другому человеку, потому что она говорит то, что вот эти вот привычки, вот, и это тоже, кстати, на нейронах, что они закрепляются. И теперь каждый раз, когда мне скучно, когда мне хочется любви, когда я, например, зла, я каждый раз залезаю туда. У меня он у меня многофункциональный. Он у меня и лох. И когда я злюсь, и когда мне хочется любви, теплоты, ласки, он у меня в любом вообще, он калейдоскоп. Ага. Вот. И это нужно отучаться на самом деле. И это тоже помогает, что спустя время, чтобы туда не залезать. Потому что я тоже очень сильно устала. Не хочу я туда смотреть. Да. Я тоже не хочу. Я не могу, я так устала от этого. Ну почему? Почему? Ну, мне кажется, отпустят. С экспертом как раз разберемся, что сделать, чтобы отпустила. Отпустит, Карин. Не надеюсь. А иногда знаешь, как эго работает? Что типа, почему по мне никто так не страдает? Может, кто-то страдает. Ты же не знаешь. Но это тоже кринжа. Вот согласись, что это пугает, если кто-то по тебе так страдает. Это ужасно. Это ужасно. У меня был такой кейс, это ужасно. Просто не хочется находиться на этом месте. Это кринжа. То есть в этом даже пугает. упиваться этим не хочется нарциссически. Хочется: чувак, иди, займись своей жизнью. Нет нарциссического вот этой истории, мне кажется. Потому что, вот я ставлю себя на место этого человека, и меня это пугает. Мне сразу хочется дать какую-то... я сочувствую.
Я искренне сочувствую, мне жаль. И мне не кажется, что это круто, что по мне тёлка self-harmит. Это не прикольно. А там это типа флекс. Тёлки, деньги, self-harm. Напишу новый трек. Ну, как бы вот примерно так это выглядит. Ну, как-то, не знаю, да, это вот мы как раз тоже обсудим связь с нарциссизмом, наверное. Ну, наверное, да. Мы с экспертом разберем нарциссическую связь и разберем обсессии. Ну, в общем, с экспертом мы все разберем. Да, аминь. Аминь. Чтобы разобраться с темой любовной зависимости и обсессии, мы позвали сегодня к нам в гости Амину Назаралиеву, врач-психиатр, сексолог, соосновательницу Mental Health Center. Амина, здравствуйте. Привет. Спасибо. Привет, здравствуйте, да. Мы хотели поинтересоваться, получается, любовная зависимость – это какие-то обсессии. Вот если есть какие-то мысли навязчивые о человеке, это же какой-то диагноз? Ну, на самом деле, нет. Пока еще нет. Все слишком сложно. Ну, то есть, может быть, и будет. Может быть, и будет. Да, еще очень живо обсуждают эту тему, все-таки называть относитель к зависимостям, да, вот такую, да, скажем так, навязчивую любовь. И вообще все сложно. Почему? Потому что эксперты спорят на следующие темы. С одной стороны, но практически каждый человек на Земле, наверное, сталкивался с любовью. Он переживал любовь в той или иной мере или в той или иной форме. Но далеко не каждый, например, переживал зависимость от веществ. И хотя во многом во время, так сказать, люди, которые зависимы, у них во многом пересекаются те, так сказать, структуры и функциональные единицы в мозгу, которые отвечают за любовь. То есть, грубо говоря, зависимость во многом эксплуатирует те же самые структуры. Тем не менее, зависимость все-таки отличается от любви. Потому что, когда мы употребляем вещества, это длится, например, совсем коротко, да, у них есть определенные эффекты, и длятся они коротко, и, в общем, создают проблемы в жизни чаще всего. И, в принципе, сейчас мы движемся по пути нормализации, по возможности всего, что как можно нормализовать человеческого опыта, потому что он разный, он богатый, и нет какой-то такой нормы, как должны люди друг друга любить. Да, это очень широкий спектр. У кого-то так, у кого-то эдак. Кто-то только растет и процветает, когда он любит. Да, у кого-то жизнь разрушается, где-то люди друг друга убивают из-за любви. Там. Все мы, наверное, да, уже слышали про то, что происходит в ситуациях домашнего насилия, да, и как ревность может быть опасна, насколько самоповреждений и суицидов так или иначе ассоциированы, скажем так, с отношениями, да, они связаны с тем, что человек испытывает очень сильные эмоции. Нельзя сказать, что любовь это все вызывает. Да, это явно какие-то другие механизмы, но дискуссия сводится к тому, что, похоже, есть такой некоторый спектр. Есть люди, которые любят, у которых реакция в ответ на отношения какие-то партнерские, да, и влюбленность, она более умеренная. Есть люди, у которых она экстремальная. И вот если у тебя экстремальная реакция, по некоторым данным, это может быть там, около 5% людей, да, 5-10% людей вот так экстремально реагируют. И она настолько экстремальная, что у тебя жизнь разрушается от этого, да, там социальная жизнь твоя трещит по швам, да, твои партнерские отношения, не знаю, ты разводишься из-за этого, да, у тебя уходят партнеры, потому что это становится невыносимо, да, это уже переживается с той стороны как преследование, или просто страшно с тобой рядом находиться, или ты удушаешь свою любовь, или ты постоянно контролируешь. Это создает проблемы, да, если ты из-за любви, ты постоянно захвачена или захвачена этими мыслями, ты не можешь работать и сфокусироваться, ты пропускаешь какие-то важные дедлайны, ты выбираешь, не знаю, свидание вместо того, чтобы сделать что-то важное по работе, например, или ты бросаешь институт, и твоя жизнь, в том числе там, профессиональная, трещит по швам из-за этого, или ты заводишь роман прямо на рабочем месте, понимая, что там вся твоя карьера рухнет. Это тоже может быть примером проблемы. Да? Если у тебя настолько интенсивные невыносимые эмоции, ты в таком отчаянии, у тебя такая мощнейшая пустота внутри, которая все сжигает, что ты с помощью селф-харма как-то пытаешься эти эмоции регулировать, чтобы перестать все это чувствовать, то это тоже проблема. Но, собственно, проблема, я убеждена, да, не в самом феномене любви, потому что мы такие животные, да, что все, что для нас полезно,
потенциально, да, все, что приводит к тому, что мы ищем пропитание, что мы размножаемся, да, мы сотрудничаем друг с другом, мы делаем что-то хорошее, полезное для нашего здоровья и размножения, оно должно приносить нам удовольствие. Оно должно вызывать у нас вот этот салют, да, дофамина в голове. И это нормально. Когда мы учимся, когда мы что-то новое узнаем, когда мы путешествуем, когда мы чего-то достигаем, мы, собственно, даже когда мы едим хорошо, да, и какие-то делаем новые проекты классные, мы примерно эксплуатируем во многом, да, те же самые механизмы. Но бывает так, что когда у нас есть какое-то расстройство, какая-то другая проблема, вот эти механизмы могут в конечном итоге приводить нас к саморазрушению. Вот тогда мы, возможно, можем говорить о любовной зависимости. По крайней мере, часть экспертов утверждают, что она существует, она есть. Но, если говорить в медицинском смысле, нечто близкое находится в разных, так сказать, зашифровано по-разному. И в предстоящей международной классификации болезни будет такое понятие, как компульсивное сексуальное расстройство. Оно больше про навязчивые мысли о сексе, про бесконечную мастурбацию, просмотр порно. Те же критерии, да, саморазрушение из-за того, что ты слишком одержим сексом. Вот, строго говоря, это может... То есть это то, что... нимфомании? То, что сейчас Вайнштейн якобы проходил лечение от сексуальной зависимости, которой пока не существует, но она, может быть, действительно существует. Или это эротомания? Раньше, да. Вот, собственно, в том числе то, что раньше могли бы называть нимфоманией или эротоманией. К счастью, мы отказались от этого термина, потому что он суперстигматизирующий. Потому что, например, женщины или мужчины, которым нравится секс, они занимаются сексом, 5-10 раз в день. И у них все отлично. И они не делают этого на работе. Они не хранят, например, порно на работе, или не запираются, не занимаются сексом у себя в кабинете, не домогаются коллег, и их не бросают жены или партнерши, или партнеры. Это нормальный вариант. То есть сейчас, на сегодняшний день, критерий для большинства психических расстройств, один из необходимых критериев – это личный дистресс, то есть ты сам от этого страдаешь, и второе – у тебя страдают важные сферы жизни. То есть если у тебя жизнь развалится, твое поведение, то, скорее всего, у тебя есть проблемы, и ты обращайся за помощью. Если ты очень часто занимаешься сексом, или тебя разрывает от чувств, от твоей любви, но при этом жизнь твоя не разваливается, то, скорее всего, у тебя все нормально, тебе не нужна помощь. И вот те случаи, когда твоя жизнь разваливается из-за любви, они могут быть объясняться самыми разными проблемами, в том числе психического здоровья. Да, почему так происходит. И мы можем с разных, так сказать, углов попробовать рассмотреть вот этот феномен. Ага. То есть, соответственно, сейчас именно любовной зависимости как диагноза, как какого-то отдельного ее нет, но под вот этими впечатлениями, да, которые человек переживает, может скрываться спектр каких-то совершенно разных проблем, да? Это что вот там, например, пограничное, да, какое-то? Например, да, пограничное расстройство личности и другие расстройства личности кластера B. В новых классификациях уже не будет вот этого, да. Оно, в общем, мы продолжаем менять свое понимание того, что такое расстройство личности. Но, в общем, да, например, если Давайте расскажем кластер B, что в него входит. Это, соответственно, нарциссическая, пограничная, антисоциальная психопатия и что там четвертое? Истерическая, как его называли раньше. Что такое истерическая? Гистрионная. Гистрионная. Это когда у тебя очень большая потребность во внимании, инфантильные черты характера, интенсивные очень эмоции. То есть они, на самом деле, очень сильно пересекаются друг с другом. То есть вы найдете черты и того, и другого примерно во всех... Мы это обсуждали в выпуске про пограничное расстройство. Да, собственно, в том числе и поэтому их объединили в один кластер. И дальше, на самом деле, в расстройствах личности часто можно найти всего по чуть-чуть из разных кластеров. И в том числе поэтому, может быть, мы будем делать все менее специфичными. Да. Очень трудно поставить какой-то один диагноз. Разные специалисты посмотрят на одного и того же человека, и кто-то увидит больше нарциссических черт, кто-то увидит больше пограничных, кто-то где-то может заметить антисоциальный на каком-то этапе. Поэтому это все сложно и запутанно. Но что может объединять, да, в плане переживания любви все эти кластеры, это чувство пустоты, вот этого невыносимости от того, когда у тебя нет вот этой связи внутри. С человеком.
с человеком, да. И если мы говорим о людях с пограничным расстройством личности, то вот такие любовные отношения, как горки американские, они часто описывают, что ты очень сильно чувствуешь, ты очень сильно влюбляешься, ты не можешь жить без этого человека, тебя просто жжет внутри, если там, вы не вместе, если он не отвечает или она не отвечает. И очень важно получать вот эти подтверждения, что тебя любят. То есть если есть подозрение, да, что меня не любят, это просто отчаяние, ты падаешь в какой-то ад, в какую-то трубу черную. И это очень тяжело. Если у человека преимущественно нарциссические черты, то он будет больше рассказывать про пустоту, которую он переживает внутри. И часто депрессии у людей с такими выраженными нарциссическими чертами, это такие депрессии, они часто, кстати, заканчиваются суицидальными попытками, потому что это абсолютно невыносимое чувство одиночества и чувство дефективности очень страшное, которое в моменте настолько тяжело пережить, что люди совершают импульсивные поступки, хотя когда они чувствуют себя хорошо, они чувствуют себя великолепными и грандиозными, это такое очень классное эйфорическое чувство, и они могут пытаться горы свернуть и часто сворачивают. Ну, смотрите, есть вот эти определенные люди, которые могут подвергаться этой любовной зависимости. Но не на всех же условно рыбка клюет. То есть это в какой степени это про объект? Да, ну, это же и про субъект. Ну, типа, вот... Не, про субъект это 100%. То есть, скорее всего, это что-то с тобой, да, это что-то в тебе, что ты, в принципе, подвержен, да, вот этой любовной зависимости. Ну, на эту тему очень много спекуляций существует, потому что вот то, что мы называем любовной зависимостью, это может клинически, если смотреть на это с клинической точки зрения, за этим может стоять все что угодно. Да. То есть мы уже поговорили, например, про пограничные расстройства личности. Или какие-то другие расстройства личности, где вот такие вот будут эмоции. Если мы возьмем человека с избегающим расстройством личности, его может просто раздирать на части от эмоций, в том числе, например, потому что он склонен избегать контакта, регулировать тревогу с помощью избегания, и когда он сталкивается, грубо говоря, с экспозицией, с реальной ситуацией, с кем-то, в кого он влюблен, это может вызывать очень сильные эмоции. И потихонечку ему нужно привыкать и подвергать себя, так сказать, вот этим экспозициям, чтобы привыкнуть. Есть такое понятие, как ОКР отношений, обсессивно-компульсивным, людей с обсессивно-компульсивным расстройством. Это когда ты постоянно беспокоишься, а точно ли тебя любят. И ты ищешь вот этот вот, называется reassurance, поиск разубеждения. Это вот он мне не написал, да, а точно ли он меня любит, да? Или вот он не так посмотрел, или она как-то криво, а точно ли, а вдруг он меня уже не любит, все, уже разлюбил. И очень часто при ОКР это может быть одна из таких черт, когда ты стараешься быть все лучше и лучше, или у тебя какие-то ритуалы появляются из-за этого, чтобы как будто бы контролировать вот этот процесс, да, чтобы тебя не разлюбили. И ты постоянно пытаешься защититься от того, чтобы тебя разлюбили, с одной стороны. И с другой стороны, ты ищешь подтверждение, что тебя все еще любят. Потому что мало ли он меня разлюбил, потому что я такая ужасная, или я подумала что-то не так, или сделала что-то не так, и надо сейчас перепроверить. Это будет совсем кажется, другая... что у меня все на свете. Да, это будет другая клиника. Вот, собственно, если мы говорим... есть какие-то маленькие, да, это как айсберг, да, есть какие-то маленькие расстройства отдельно взятые с четким профайлом, скажем так, в который попадают люди. Если говорить про расстройство личности, это что-то такое большее, в котором более-менее всего есть по чуть-чуть. Хорошая новость, что все это лечится. Да, к счастью, терапия со всем этим помогает, просто она занимает обычно долгое время. И один и тот же человек, да, может, не знаю, в 20 лет вот так быть абсолютно одержим, да, из отношений, и потом совершенно спонтанно, да, не обязательно даже терапия. Для многим и терапия не нужна. В жизни что-то происходит, жизнь как-то так развивается, что ты встречаешь людей и какие-то отношения, которые сами по себе становятся для тебя исцеляющими, ты получаешь новый хороший опыт, и вот 40 лет у тебя, ты не соответствуешь, например, критериям ПРЛ, и у тебя хорошие, здоровые, классные отношения, да, тебя не разрывает на части. Так тоже может быть. Поэтому... Ну, вот мы просто здесь рассказывали наши истории с Наташей, что
В чем проблема? Вот и у меня, и у Наташи есть такая история долгоиграющая, что там, сколько у тебя, 6 лет? 6 лет. 6 лет, у меня там 4-5 лет. Вот такие вот странные очень отношения с молодыми людьми, которые очень странные, ну, какие-то даже и не отношения вовсе. Неофициальные вообще отношения. Да. А потом очень сложно избавиться от мыслей о человеке. Вот я вот человека уже год не видела, а вот эти мысли о нем, они продолжаются. И какие-то там прогулки по району, хотя я прекрасно понимаю, что это ненормально. Вот. И как... Все время что-нибудь выложить, а сразу первая мысль, а посмотрит ли он. Да, ну вот какая-то такая вот мура, извините за выражение. И я прекрасно понимаю, что я уже и не хочу быть с ним, но это реально как зависимость, что я не могу избавиться от этих мыслей. Что это такое? Просто и не хочется ни чтобы он тебя любил, ни ты его. Просто не хочется, чтобы человек был в твоей жизни вообще как-либо. Просто вот исчезни. А он не исчезает. Ну вот, собственно, эти навязчивости могут объясняться тем, что когда-то давно, да, при контактах, встрече, во время секса, как угодно, да, там, переписки с этим человеком, у вас в голове был такой салют, скажем так, дофаминовый, что вы такое получали мощное вознаграждение, что наш мозг, он очень умный, он все запоминает более-менее, да, и он помнит, что дает максимальное вознаграждение. И если было очень крутое вознаграждение, мы хотим там оказаться снова. И если это вознаграждение еще к тому же непредсказуемое, то есть, то нет, да, то он в этих ситуациях то исчезает, то пропадает. Да? То, когда ты не ждешь уже, все, отчаялась, решила, все, я вот сейчас начну с кем-то. И вдруг он внезапно появляется. И ты такая... И у вас просто праздник какой-то, да, когда вы встречаетесь. Ты получила внезапное вознаграждение, он свалился как снег на голову, то в этот момент мы все, не только люди, на самом деле, собаки, другие животные, мы все склонны вот это очень сильно запоминать, испытывать очень сильные эмоции из-за этого и подсаживаться на вот этот стимул, который вызывает вот такие мощные эмоции. Собственно, это объясняет, почему часто, да, это классическая история, там, когда я работаю с женщинами, и они выходят из абьюзивных отношений, мне рассказывают, например, что, да, я встречала хороших парней, в меня были влюблены хорошие парни, но, мне скучно. Эврика, мы нашли. Ужасно скучно, Мы просто с Кариной постоянно, мне так скучно, невозможно. Я даже вообще перестала ходить на свидания, потому что у меня какие-то даже депрессивные эпизоды начинаются. Это триггерит меня на какие-то там тяги к наркотикам, к алкоголю. Я просто такая, так, нет. Да. Мне просто ужасно скучно жить становится. Да, и вот на самом деле вот мы это и делаем мишенью в работе. Потому что вот эта скука, она в каком-то смысле, она заставляет тебя выбирать не тех людей, да, отказываться иногда от хороших людей, я не знаю, от хорошей работы, от хороших партнеров в жизни, там, от хороших друзей. Но к ней, я предлагаю относиться к ней как вот такой, скажем так, ошибке. Потому что при том, что наш мозг очень, очень классный, и он здорово помог нам вот оказаться там, где мы оказались, да, превратиться из этих обезьян 250-200 тысяч лет назад, да, которые бегали голыми по Африке, вот в нас всех, которые запускают людей в космос. Вместе с тем у него есть определенные ограничения. И ограничения эти связаны с когнитивными ошибками, да, с какой-то предвзятостью. И с тем, что мы в каком-то смысле, как собачки Павлова, мы тоже бежим вот за вот этими морковками, да, избегаем наказания. Хочется фейерверк. И вот если подумать о том, что во многом этот фейерверк объясняется тем, что человек к вам не очень хорошо относился, просто вы не существовали для него, когда он пропадал. То есть важно понимать, что чаще всего он был с кем-то еще, он был занят кем-то еще. Вы не были так важны для него никогда. А потом вдруг ему стало, я не знаю, скучно, никто не отвечает на его сообщения. Или он почувствовал себя очень уязвимым, одиноким, ненужным, у него там что-то не сложилось, я не знаю, в работе. И тут он знает, что есть кто-то, кто всегда будет рад и счастлив увидеть его. И здесь это будет маленький праздник, и в том числе для собственной самооценки, и классный секс гарантированный. И вот он пишет.
и вы встречаетесь, и у обоих колотится сердце, и этот праздник, и классно. А потом что-то у него происходит, потому что у него есть какие-то еще отношения, да, может быть, он вообще женат, там, не свободен, или ему, в принципе, от отношений тошно. Как только он видит признаки того, что вы привязываетесь, ему сразу становится очень дискомфортно, потому что у него специальный там особенный тип привязанности, да, к вопросу о том, как концептуализировать, да, вот то, что кто-то называет любовной зависимостью, как какая-то группа людей, потому что можно это посмотреть с точки зрения теории привязанности, да, и есть несколько вариантов нормального вида привязанности, очень распространенных, 3 там, ключевых: избегающая привязанность, тревожная привязанность и такая безопасная привязанность. Да, и хотя мы все, конечно, хотим вот эту вот безопасную, надежную, когда нам, вот мы как голубки вместе, и нам очень хорошо и классно, но мы вырастаем, как правило, к тому моменту, когда мы влюбляемся, у нас уже более-менее есть предрасположенность, например, к избегающему типу привязанности или к тревожному. И если у тебя избегающий тип привязанности, как только ты видишь, что кто-то к тебе вот так вот льнет, да, и кто-то хочет близости, тебя начинается какое-то обесценивание, тебя начинает раздражать этот человек, какое-то презрение, может быть, даже к нему. Вот. Если у тебя тревожная привязанность, ты смотришь на него и сканируешь постоянно, что он там подумал. Вот это точно ли он там, я не знаю, посмотрел сторис, а что он там, кого он там лайкнул, кого он опубликовал. Может быть, да, вот это вперемешку все в одном флаконе. Да. Ужасно. Это так ужасно. Это настолько энергии на это тратится. тяжело. На кого он там опять подписался. Да. Невозможно. А это просто вот надо обрубить. Иначе никак. Вообще. По чуть-чуть себе запрещать вообще не получается. Просто невозможно. Ну и, в общем, да, в какой-то момент ты находишь себя вот в этом... тебя засосало, там, 4 утра, ты куда-то там прошла. А потом ты уже в Инстаграме какой-то женщины смотришь, типа, почему он лайкает ее, и ты думаешь, 5 утра, почему ты здесь? Я сейчас такую адскую историю расскажу вам, ребята. У него же была девушка, и мы с ним как-то где-то тусили, и он пошел в туалет, оставил свой телефон. Я взяла его телефон, записала себе номер его девушки, просто чтобы посмотреть, как часто вот он онлайн переписывается со мной, с ней. Типа она онлайн, и я онлайн. Всегда. Да. Просто всегда. Я просто потом смотрела, мы с ним переписываемся, онлайн ли она, да. А про Просто он параллельно всегда со мной и с ней переписывался. Ну, просто вот что я сделала, да? Вот записала себе телефон его девушки. То есть, мы начинаем делать вещи, из-за которых нам потом стыдно, из-за которых наше собственное самоуважение начинает страдать на каком-то этапе. Да, стыдно. Вот за эти отношения стыдно, реально. За свое поведение в нем стыдно. Почему? А я вот про обесценивание вспомнила. Мы занимаемся сексом, он останавливается и говорит, слушай, вообще-то мне как сестра. Такой, что-то нет. А потом через полгода такой говорит, не, вообще не как сестра. И я такая, да, не как сестра, слава богу. А ты полгода ты про я это так переживала, мучилась. такая, блин, я как сестра, Что как со мной сестра. не так, Что да, как почему сестра, я и он как потом, сестра? не, я перепутал, не как сестра. Перепутала. Ну, то есть, Хорошо изобразила, кстати, очень. Не как сестра. Ну, то есть перевод, да, если перевести это на какой-то язык более понятный, да, собственно, в чем заключался его месседж? Мне как ты для меня вообще не так важна, да, и точно не близко, да, к тому, насколько я для тебя важен. То есть он был настолько важен для тебя, что ты полгода сидела, думала об этом, да, ты там ходила по тем же улицам, и ты видела, что ты накрывали воспоминания, ты мучилась, ты настолько сходила с свиданий бесполезных, да, или, может быть, ты столько пропустила классных людей за это время, потому что они могли бы сделать тебя счастливой потенциально, если бы тебя не раздирало на части из-за вот этого мужчины. А он все это время жил, как-то ты была где-то в списке его приоритетов где-то на 20-30 месте. Это, вот это 30 это еще, наверное, слишком высоко, да. Вот это обидно, да, что наш мозг может с нами вот такую жуткую игру. Ужасно. Это ужасно обидно, что почему вот я настолько сильно себя не любила. Вот почему невозможно договориться со своей головой. Я же не дурочка, я же понимаю, что происходит, на сознании, а вот со своим сердечком я не могу договориться. Я не могу вот эту одну часть себя с другой частью себя, и меня разрывало. Рационально и эмоционально. Да, разрывало на части, и это правда ужасно.
ужасно сводит с ума. Очень тяжело. Да, в каком-то смысле это и должно быть, наверное, так. Потому что вот это вот сердечко, вот эти эмоции, грубо говоря, там, планы твоих генов, они очень простые. Чтобы ты быстрее с кем-то спарилась, забеременела и родила, и размножалась дальше. Вот, планы твоего, так сказать, рацио, жить полноценную счастливую жизнь, да, эволюция нам не обещала счастья. И она вообще на это не заточена. И счастье, это в каком-то смысле, это не норма. По большому счету, мы, к счастью, смогли построить такое общество, что мы стремимся, что мы заявляем, что здоровье психическое и сексуальное, в общем-то, ассоциировано со счастьем, но страдание, на самом деле, нормальная часть жизни тоже. То есть мы хотим быть счастливее, и это та морковка, за которой мы бежим, да, в том числе, и эта морковка нам нужна, да, вот это чувство счастья для того, чтобы в конечном итоге реализовывать вот эти, наверное, программы сложные, с эволюционной точки зрения, да, это поведение, которое помогает нам размножаться. И во многом мы устроены так, что наши мотивации и наши аппетиты, они вокруг этой морковки строятся. Но вместе с тем, когда эта система была организована, она, естественно, тоже в себе заключала какие-то ошибки. И иногда эти ошибки были драматическими. Да? Там, по-моему, около 10% убийств совершаются в Штатах интимными партнерами, да, и они связаны с любовью, с контролем, с ревностью и так далее. То есть, да, с одной стороны, если большинство людей выигрывает от того, что у нас есть вот эта любовная морковка, за которой мы бежим, и более-менее мы как-то справляемся, да, и с разбитым сердцем, более-менее большинство из нас могут пережить разбитое сердце и не один раз в жизни. В целом мы влюбляемся, как минимум несколько раз очень сильно за свою жизнь. Да, и от разных людей мы, от разных партнеров имеем детей, те люди, которые заводят детей в конечном итоге. То есть это с одной стороны, нормальная часть жизни, да, и это нормально любить, это нормально хотеть, там, оказывается, нормально, вот когда твой мозг, да, окунает вот в эти наркотики, да, это, в общем-то, очень близкие, да, очень похожие состояния наркотического опьянения. И в каком-то смысле, да, иногда возникают какие-то такие ошибки, когда это нас вместо того, чтобы приводить к хорошей жизни и процветанию, приводит к проблемам, и к драме, и к смерти, вплоть до смерти. Поэтому, да, то, что есть разные планы, да, у твоего, грубо говоря, сердца планы влюбиться, спариваться и с продолжением, у твоего мозга планы могут быть совсем другие, да, там учиться, делать карьеру, беречь себя, заботиться о своем психическом здоровье. И иногда эти вещи пересекаются, иногда нет. И то, что, грубо говоря, вот этой рациональной части мозга очень тяжело контролировать, эмоциональной части, это тоже нормально. Мы все так устроены. Когда нас разрывает от эмоций, вот этот всадник, скажем так, на этой лошади, которую кроет, и она пошла галопом уже, да, и он не может с ней справиться, это тоже нормально. Когда мы вот в таком очень экстремальном режиме находимся, в том числе, там, когда у нас экстремальный страх, у нас экстремальное отчаяние и экстремальная влюбленность тоже. Тут скорее вопрос про то, как вот свою жизнь организовать так, чтобы у тебя не было, чтобы избегать вот этих экстремальных состояний, чтобы ты там не оказывался или не оказывалась. Вот, поэтому то, что у тебя так было, мне кажется, это круто, потому что у тебя есть такой мощный опыт. Вот. Ты знаешь, как это больно. Потому что, с одной стороны, да, у тебя есть вот эта морковка и вот этот салют дофаминовый в голове, про который ты помнишь, как это было классно, когда вы встречались. С другой стороны, ты знаешь, как больно это может быть, какие долгосрочные последствия для твоего психического здоровья, самоуважения. И вот теперь, уже имея этот опыт, да, ты лучше знаешь вообще, каких ты хочешь отношений для себя. И как ты сама хочешь измениться, чтобы в этих отношениях чувствовать себя счастливой. Потому что, да, первый этап классический, после того, как ты понимаешь, что все, тебя разрушают эти отношения, и тебе надо сказать себе «стоп», вот первый этап после этого – как научиться жить с этой скукой чертовой. Да. Потому что она будет какое-то время продолжаться. Да? Она может занять год, два, может быть, дольше. Прежде чем ты начнешь хоть что-то испытывать. Хоть какую-то симпатию, хоть какой-то интерес от мужчин, которые относятся к тебе хорошо. Вот у меня вот это вот и было. У меня просто после него была какая-то выжженная земля. Вот просто у меня тоже. Вот никто не нравится. Что бы человек ни сделал, какой бы он ни был хороший, просто вот мне никто не нравится. Ну, тупо никто не нравится.
Хотя, может, парень-то лучше, чем вот тот вот. Ну, просто вот никак. Мне тоже никто Мне не со всеми нравится. было очень скучно. Ужасно. Мгм. Это нормально, это такая... На самом деле люди, которые пытаются оправиться от зависимости и Ну отказаться да, от вот как наркотиков, наркотики бросаешь, тоже же они ничего же не тоже, чувствуешь. они тоже должны пережить вот этот этап, когда скучно. Абстиненция. И нет эмоций. Да. И как почувствовать хоть какую-то жизнь, хоть что-то там зашевелилось бы у тебя внутри, это надо пережить, это действительно надо перетерпеть. Значит, это норма. Ну, это очень распространено, скажем так. Это обычное явление, это классическое. Причем особенно это тяжело, да, когда там, я работаю с женщинами, которые вышли из абьюзивных отношений. То есть для их жизни опасно было находиться там, вот в таких отношениях. Где было физическое насилие. Где было физическое насилие, там, и вплоть до угроз смерти, и попытки даже, может быть, да, там, покалечить и убить человека. И часто, там, когда она выходит, через какое-то время, вот она в безопасности, она начинает замечать, как она скучает. Начинает вспоминать какие-то яркие моменты, потому что яркие моменты очень часто были. Да. И она замечает, что начинает скучать, и даже если она пробует ходить на свидание с хорошими парнями, это скучно. Вот. Если Да. она занимается сексом, это как-то не очень-то хотелось его. И секс не тот, и хочу не так ярко, и Жиза. лубрикации нет. И это очень опасная штука, потому что в этот момент ее мозг работает очень избирательно. То есть мозг попадает вот в эту ловушку ошибок мышления. Мозг забывает, как плохо было, на самом деле, как было опасно. Он, когда стало безопасно, помнит, да, срабатывает, видимо, да, начинает активироваться вот эта вот система привязанности, и она вспоминает хорошие моменты. И не обязательно, на самом деле, быть в абьюзерном отношениях, чтобы вот узнать вот этот опыт. Да? Иногда просто это какой-то недоступный партнер, для которого ты не очень важна. Вот, да. Да. Неглект. Вот это вот. Да. Вот это пренебрежение. И очень часто ведь что за этим скрывается? Да? Часто, нередко, если говорить про самих, да, девушек, которые в это попадают, это нередко девушки, которые, в общем-то, не очень привыкли к любви. Да, которые вот в этом неглекте или в эмоциональной депривации, может быть, с самого детства находятся. Да, где родители могут быть хорошими, там, стараться делать все, что они могут для своих детей, но они эмоционально, например, недоступны и закрыты. Да, где не очень приняты объятия. А если говорить про абьюзивные отношения, там какой-то совсем уж трэш, это часто девочки, которые никогда не слышали от родителей слова «я тебя люблю», «ты хорошая», которых никогда могли не обнимать. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как и ты не знаешь, да, у тебя опыта такого нет, ты не знаешь, что такое безопасные, здоровые отношения, безопасная привязанность, любовь, эмоциональные потребности удовлетворенные, да, эмоции, которые важны. Ты этого не знаешь, ты как-то с детства вроде привыкла жить, в каком-то смысле быть одинокой, да, вот по большому счету внутри, и иногда у тебя вот такие яркие, очень сильные эмоции, да, когда ты вот в ситуации привязанности к кому-то находишься. И вот эта сцепка, да, когда женщина, например, с тревожной привязанностью, а мужчина И такие лохи избегающей, прицепляются. Они как ключик к замку, они часто так вот, так сказать, сходятся вместе, потому что, с одной стороны, да, например, чаще это с избегающим типом это мужчина, который, и у нас мужчин часто воспитывают так, что настоящий мужик, он что? Что ж тебя так мама-то воспитала, а? Он же не должен. Продолжаем. Настоящий мужик не должен показывать слабость, уязвимость, да, зависимость, как для него кто-то важен и дорог. Настоящий мужик не должен знать там миллиард разных эмоций, да, и оттенков, и просить о помощи и прочее. Да, вот все, что на самом деле типично, да, для безопасной привязанности, все, что в хороших отношениях всегда присутствует. Сейчас настоящий мужик я беру в кавычках, да, конечно же. А при этом, естественно, мы все, и мальчики, и девочки, мы нуждаемся в любви, мы нуждаемся в привязанности. Мы социальные животные, если мы не говорим про какие-то совсем уж экстремальные там варианты психических расстройств, мы нуждаемся в привязанности. Как бы нас ни воспитывали, даже если мы совсем не умеем это делать, да, и мы не умеем устанавливать отношения, мы хотим иметь друзей, мы хотим иметь любовь и близость. И вот они вырастают, и с одной стороны, не умеют это делать, с другой стороны, они могут быть научены обесценивать, да, вот думать про женщин, вот они такие, они постоянно цепляются, им постоянно нужно вот эта вот любовь, сюси-пуси. Это же, на самом деле, такой контент в голове, да, очень обесценивающий. Когда кто-то к тебе привязан, когда ты для кого-то, номер один в системе приоритетов.
когда кто-то очень вообще беспокоится о том, как ты, я не знаю, что ты... Разве это плохо, я не понимаю? Ну, по большому счету, это нормально. Да. Но часто у людей вот с этой избегающей привязанностью, у них много стыда вокруг вот этой темы привязанности. Они очень стыдятся быть зависимыми от других. И у них нередко один из способов защиты вот от этой зависимости... Обесценивание? Обесценивание, отстраненность. То есть вот ты сидишь с ним рядом, он как-то, ему в телефоне, например, как-то интереснее, там, или в работе, и ты понимаешь, что как-то не ты, там, я не знаю, ты как-то вроде как сейчас, да, ты себя неловко чувствуешь, и чувствуешь, что ты как-то, наверное, как будто бы ты больше заинтересован и в нем, и как будто бы цепляешься, и самой уже стыдно, что ты так цепляешься. Вот. И вот это как бы два таких... Я не говорю, что это патология, это не патология, это распространенная история. Но вот эта вот любовь, в которой нет тревоги, скажем так, это про безопасную привязанность. Это там, где ты не сомневаешься, что... То есть ты можешь прийти и сказать: слушай, мне сейчас вот так стало... я так испугалась, там, ты так на нее смотрела, и там так и улыбался, и так испугалась, что вдруг там тебе понравилось. И ты не будешь себя чувствовать полной идиоткой, что ты, пришла к нему с этим. И он над тобой не посмеется. Без стыда, без какого-то... Никакого стыда, да, и никакой тревоги, что я ему это скажу, он поймет, что я от него завишу, и теперь он начнет использовать это против меня. То есть там вообще ноль тревоги. Вот безопасная привязанность, безопасные отношения, безопасная любовь, они так, собственно, поэтому называются, потому что безопасно быть собой. Вот со всеми вот этими тараканами. Да, ну то есть все что угодно рассказать про то, что с тобой происходит, да, понятно, что не можешь все что угодно сказать человеку, я не знаю, назвать, оскорблять его. Я имею в виду про чувства. Да, но про чувства свои ты можешь все что угодно рассказать. И этот человек не будет воспринимать это: фу, она на меня подсела, она от меня зависима, надо ей реже писать, держаться от нее подальше, как, например, будет человек с избегающим типом. Его сразу же оттолкнет, как только он видит признаки того, что вы вот все. Вы хотите больше общаться, вы хотите больше переписываться, вы хотите больше времени проводить вместе. То есть ему хорошо вот так вот. То есть где вот здесь вы встретились, у вас были бурные эмоции, а потом он залег на дно, он исчез, он погрузился в свою работу, что-то там, я не знаю, какие-то другие отношения, и все, и вас нет в его жизни. Вы минимально присутствуете. Потом через неделю или через месяц он снова о вас вспомнил, и вот у вас такая встреча, и снова ничего. Вот. В то время как люди, которые... в состоянии, да, быть в привязанности вот в этой безопасной, им норм. Им норм быть постоянно на связи. А я не понимаю, а неужели они не понимают, что это очень жестоко? Вот так вот пропадать, появляться, это очень жестокое поведение по отношению к другим людям. А кто им об этом скажет? Они об этом не думают. Это, кстати, то, о чем мы хотели поговорить. Вот эти вот люди, на которых вот так вот подсаживаются, есть у них что-то общее? Если попробовать как-то описать через систему привязанности, да, это скорее про избегающую привязанность. Потому что если два человека, например, если есть человек с безопасной привязанностью, мужчина, и у него роман с девушкой, например, с тревожной привязанностью, которая вот так вот склонна цепляться, нам, скорее всего, у них что-то получится. Он будет к ней очень добр, очень ласков. Они там прояснят границы, что для него некомфортно, когда она делает, что чувствует, что, например, это какое-то с ее стороны контролирующее поведение, да, что ей не нравится, что она, например, заглядывает в его телефон через плечо или там просит пароль от соцсетей, что это не окей, ему некомфортно, не готов, но это будет очень уважительно, мягко, бережно. И в конце концов может быть так, что у нее трансформируется вот эта вот привязанность в безопасную в конечном итоге. Это вот в том числе то, что мы говорили ранее, что иногда мы можем просто потому, что нам повезло в жизни, да, какие-то штуки разрешаются, они старые раны залечиваются. Вот. Но с избегающей привязанностью это часто как раз вот эти вот харизматичные мужчины, очень яркие, которым часто классно ухаживают, которые дают тебе бурю эмоций. Но нередко они устают. Для них это в каком-то смысле иногда... выход в свет. Выход в свет, да. Это какая-то роль, да, это какая-то работа, которые они делают, и в том числе поэтому, да, у них часто у самих проблема в том, чтобы раскрыться и установить связь с собственными эмоциями, особенно эмоциями, например, стыда. Нередко. Туда еще нужно пробраться, долезть, им самим осознать, как они обесценивают. Кто-то их должен научить и рассказать, что вообще-то вот это было сейчас обесценивание. Да, это вовсе не смешно.
И это не окей. Морочить там голову другому человеку. Это не окей, например, там, не знаю, изменять. Ну, нет, это окей заниматься сексом с разными партнерами, если вы договорились об этом. И если, обманывать. Если это, Обманывать не окей. Да, не окей обманывать, да. Не окей манипулировать. Вот, но очень часто они сами не осознают, как у них вот этот контент, да, вот эта бегущая строка обесценивания. Ну, в общем, это они не происходит. специально, я же говорю, Они они не часто специально это это действительно, делают. кто-то, может быть, и делает специально, да, может быть, какие-нибудь там изощренные психопаты, да, там антисоциальные вот эти личности, Но если которые нарциссы, скорее всего, интересно не смотреть, специально, как как мышка, да, там, или или, я не знаю, читавших каких-нибудь там мизогинных пабликов и пытаются... ну, я могу себе представить нарциссического мужчину, который чувствует себя ужасно дефективным внутри и непопулярным, и он об тебя свое эго лечит. Да? Потому что смотришь, ну, если вот так, если меня вот так любит она так от меня сходит с ума, ну, может, ну, я, значит, очень крутой. Но вряд ли сознательно все равно, да? Иногда сознательно. Иногда есть люди, у которых проблемы с эмпатией, которые не чувствуют... Вы понимаете, как они, когда используют других людей, они могут... Вот этот вопрос, разве не жестоко так делать с людьми, да? Я сейчас попробую рассказать, как они чувствуют в этот момент, вот те, которые используют. А разве не жестоко убивать муху? Ну, если она тебя раздражает, она летает вокруг, зудит тебе, там, садится на тебя, чешется, ты говоришь, отстань от меня. Там, рукой вот так отмахиваешься, она все равно летает вокруг тебя. Ну, это уже больше к кластеру, да, там, абьюза и насилия, но, тем не менее, такие люди тоже есть. Вот обесценивание и презрение может вот таких достигать объемов. Они, правда, презирают и не уважают. И часто как раз там уже это почва для абьюза, когда это вот такие мысли. Да, бывают мужчины, у которых у самих, там, я не знаю, травмировано очень сильно, и у них в этот момент в голове такие интерпретации неожиданные того, что происходит. Может, мы вообще с тобой виноваты? В итоге-то оказались. Ну да. Ты только сейчас поняла. Мы с тобой виноваты. Почему? Ну, я имею в виду, может, там реально какая-то интерпретация, что, может, мы и виноваты. Может, с нами не разговаривают. В смысле, что мы они не интерпретируют. Да, вот. Да. Может быть вообще все, что угодно. Мы же не выясняли. Да, выяснить это можно только если вы оба садитесь, и вы оба хотите поговорить честно, и вы оба умеете это делать, у вас есть инструменты, и вы оба будете справляться, грубо говоря, с теми демонами, которые будут накрывать, да, ну, я имею в виду очень мощные эмоции, какие-то схемы, интерпретации, потому что очень часто, даже если люди сели поговорить, и там ты третий терапевт, ты помогаешь им установить вот эту связь и разобраться, что же происходит, да, почему люди делают друг другу так больно, хотя они иногда даже любят друг друга, и они хотят быть вместе, и ты начинаешь говорить, одного из них триггерит настолько, что он просто встает и уходит из комнаты. Да, и потом какой-то self-harm может, например, произойти после этого. То есть это, казалось бы, так просто, да, говорите словами через рот, вот эта вот инструкция, она настолько простая. Казалось бы, на самом деле это реализовать очень тяжело. Вот посадить двоих в одну комнату. Тебе же нужно самому вообще, во-первых, хотеть это прояснить, да, преодолеть собственное избегание, потому что ты, скорее всего, будешь чувствовать заранее уже и стыд, и вину, и страх, да, и что там дальше будет. Ну окей, допустим, ты преодолел. Потом тебе самому надо, или самому надо разобраться, а что ты чувствуешь, а что ты думала в этот момент. Потому что ты сама не понимаешь, особенно про стыд. Стыд очень тяжелая эмоция, чтобы ее распознать. Вообще понять, что ага, это, оказывается, мне было стыдно, я это от стыда, оказывается, делал. То есть там видно более вторичные, скажем так, эмоции, там, гнев, ты можешь хорошо про себя понять. Вот. А почему у тебя гнев? И что за этим скрывалось? И вот, допустим, вот ты поняла это, потом тебе еще это надо выразить словами. И выразить в не осуждающей, в не грубой, да, манере, в понятной манере, безоценочно. То есть это уже навыки, еще экстра навыки, новый слой навыков. Ну да, хочется-то просто подойти и просто... Вот так вот хочется. А нужно же как-то... Ну, чтобы разговор состоялся, Я да. показывала факт дома его, например.
Ходила Ну, я так каждый раз, когда еду в аэропорт, проезжаю его дом, вот так вот показываю. Мне легче становится. Мне тоже легче становится. Но ему прямо не скажешь. Да. Так хоть дома. Ну, вообще, что делать, как бы, окей, мы поняли. Ну, то есть, да, вот концептуально, значит, кто впадает в зависимость? Люди, у которых, там, скорее всего, есть какая-то еще проблема, да, там, психологического характера, какой-то тип привязанности, может быть, какое-то расстройство личности, там, и что-то такое вот есть еще, что может послужить тому, что человек может впасть в зависимость, да, в любовную какую-то. Так, ну то есть на самом деле, то есть если еще раз резюмировать, да, вот эти экстремальные проявления, это скорее какая-то верхушка айсберга, нежели отдельный самостоятельный диагноз, да, и почему так произошло, нужно разбираться. Вот. А тот, к кому это произошло, да, кому эта зависимость развилась, зависит тоже, да, там это может быть какой-то вот просто человек, у вас сначала было вроде все шло как-то нормально по обычному сценарию, а потом Или как-то ненормально. а потом сразу просто плохо. получилось так, что вот какая-то была вот вспышка эмоций, да, очень большая, вот какой-то случай, на который ты потом подсел. То есть мозг запомнил, что вот было, вот настолько Очень круто, было что, да. очень круто. Или каждый раз какие-то вот такие бурные эмоции. Ну, там что сначала, допустим, вот что-то такое, опа, непонятно почему, но вот так вот, и все, и мы запомнили и подсели. Так. Ну, если еще это отполировать классным сексом, да, отличным, там, с ярчайшими оргазмами, с сильнейшим влечением, то это дополнительно это будет еще больше морковка, там, за которую мы будем. То есть это губы зажали. Не, меня заедало на этого чувака, у нас даже секса с ним еще не было. Ох. У меня тоже Он так мне же. не давал 1,5 года. Просто. Меня тоже заедало до секса даже. Да, просто. Ну, может быть, меня еще заедало еще отчасти этого, мне секса не давали. То есть там все время как-то ходилось вокруг да около, там вот то это, но есть же девушка, вот вроде как это. Можно делать все, кроме того, чтобы вот лечь в кровать. No penetration. Ну, то есть был песен, Все, что но не было penetration, пенетрации. это не измена, а все остальное... То есть он обманывал себя, он обманывал Да. тебя, он обманывал свою Да, девушку, да, что да, у него, да. типа, что он, типа, ей верен. Я не такая. Да. Но снова, то есть где там вот это вот вознаграждение, по сути? Вспоминаем главное правильно. Если вы хотите начать от чего-то зависеть, вам надо иметь примерно 50% шанс, что это может произойти. То есть если вы возьмете... Ну, это за счет этой ошибки когнитивной существуют все казино. Что хотя в реальности шанс, что ты выиграешь, да. он ничтожен. Там, может быть, он равен шансу, не знаю, в авиакатастрофе умереть. Да? Настолько он маленький. Маркетинг, ну и самое главное, твой собственный мозг, они заставляют тебя верить, что этот шанс, он очень высок. И чем больше я играл до этого и проигрывал, тем, значит, выше шанс, что я в следующий раз выиграю, хотя это bullshit с точки зрения, да, там, даже математики банальной. Да, так это не работает. Но в голове у нас это так работает. У нас появляется вот эта надежда, ну вот что сейчас. То есть если у нас ситуация, когда точно нет, никакого вознаграждения не будет, да, это, например, какой-то мужчина, который вот такой вот, он понимает, что это будет жестоко по отношению к тебе, или у него все хорошо там в других его отношениях, он верен и предан. Или он добрый, у него все нормально с эмпатией. Или какие-то этические у него установки такие, что он понимает, что нет. Я осознаю, что это какая-то двойная игра, я не могу так делать. И он тебе говорит сразу: нет, у нас ничего не будет, никакого секса. Ты классная, но у меня нет к тебе интереса, и ты для меня просто друг. И у нас никогда ничего не будет, я никогда не оставлю свою там женщину. Да я бы даже не лезла никуда. Ты бы даже не лезла, у тебя даже не Мысли началось бы бы. не Я бы тоже не лезла. И ты бы не лезла. Если бы мне сказали сори, нет, вообще точно нет. Ну, потому что это постоянно двойные сигналы какие-то. Вот. Да. И двойственность этих сигналов. Самое опасное в этих сигналах, что есть вот этот сигнал, что, слушай, может быть, что-то у нас будет. Да. Вот это «может быть» — это самое, с одной стороны, опасное, да, для таких ситуаций. С другой стороны, вот это «может быть», его можно использовать на пользу, там, если, например, у вас что-то подзатух секс в длительном браке,
Да, его можно здорово оживить вот тем, что ты не всегда получаешь секс гарантированно, да, и тогда это становится скучно и предсказуемо. А вот иногда, может быть, да, может быть, нет. Давай-ка поиграем. Вот. И просто это вот оно не отпускает тогда. Ты не можешь, человек тебя не отпускает вот этим вот своим, может быть, у нас что-то будет. Потому что мне от него в прямом смысле мне приходилось сбегать. Потому что я не могла сама вот как-то от него. Я сбегала в отношения в другие. Я в прямом смысле А я сбежала. с ума сошла. Я в Чикаго улетела. Просто я пришла на работу, я его увидела в очередной раз, я думаю, я не могу, я лечу в Чикаго на следующей неделе, просто подальше от тебя, максимально далеко, на другой континент. Просто к другому чуваку начну там с ним встречаться. Ну, правда, у меня это так вот в голове сработало. Ну, кому-то это помогает, да, как вот заместить вот этот объект кем-то другим. Для кого-то это срабатывает. Но важно, собственно, как, если говорить о профилактике, как, чтобы этого не возникло, очень рано прояснять вообще, что между вами происходит. А если тебе не дают четкого ответа? Да, вот это не бей, не имей. Да, Ну вот. Ну, И вот тут какое? начинается самое сложное. То есть в Вроде как какой-то бы момент... нет, но я все равно продолжу с тобой флиртовать. Знаешь, ну просто у нас с тобой особые отношения. Что это значит? Связь. У нас с Химия. тобой связь. У нас с тобой химия. У нас с тобой химия, у нас с тобой связь. А давай вот разыграем. Давай сейчас разыграем ролл-плей. Давай. Ты будешь вот этим мужчиной, который дает вот эти, может быть, сигналы. Да? Хорошо. А я буду женщиной. Понимаешь, у нас с тобой связь. Мы с тобой очень хорошо друг друга понимаем. Мне с тобой очень хорошо. То есть эта связь что? Ты имеешь в виду, что тебе со мной нравится общаться, и я Да. тебе друг? Нет, ну мы же с тобой спим. Ну мы с тобой не можем не спать, понимаешь? Почему? Ну потому что... У меня реально такой разговор был, ужас какой. Ну как? Ну мы же с тобой не можем не спать. Ну как это с тобой не спать? Ну ты мне нравишься. Ну, то есть, подожди, то есть ты меня хочешь, я тебе нравлюсь Да. в сексуальном плане, тебе прикольно со мной проводить Да, время. да. Но. Что но-то? Где тут но? Почему мы не можем быть вместе тогда? Ну, у нас же все сложно. Ну, как бы я не могу. У меня альбом. Мне надо, да. Я альбом пишу. Я сейчас занят. альбом напишу. И там... И мы поговорим И мы еще. поговорим. Смотри, ты мне очень нравишься. Я, на самом деле, я влюблена в тебя, мне очень с тобой классно. Мне нравится с тобой спать. Но я хочу больше времени проводить вместе. И я хочу отношений. И вот когда у нас вот это, у тебя альбом, и тебе не до меня из-за альбома или из-за чего-то еще, мне прям очень больно. И ты знаешь, я взвешиваю вот эти вот, да, насколько мне хорошо, когда я с тобой, и насколько мне больно, когда у нас все сложно. Вот. И я понимаю, что меня не хватит надолго, поэтому вот мне это не подходит. Но ведь нам с тобой хорошо. Нам с тобой хорошо. Нам же весело. Да, то есть это вот этот момент, где начинается забота о себе. Вот то, что ты говорила про любовь. Ага. Ну, это Потому что... нужно большие яйца, чтобы так сказать. Ну, вот яйца выращиваются обычно, когда ты Идешь в психотерапию. идешь к психотерапевту, или ты просто стала Я более вот- зрелой, ты выросла. Вот я бы так не смогла сказать год назад. Сейчас бы я так смогла сказать. Яйца вырастить просто, чтобы вообще признаться, что ты испытываешь такие чувства. Это же такие огромные Я не яйца. смогла тогда Ты сказать. влюблена, да? Вот я не боятся, смогла что тебя сказать. растопчут, посмеются над тобой, отвергнут. Но вот я так чувствую, да, мне классно, я этого хочу. Ты как вообще, ты этого хочешь? И вот это вот такая откровенная коммуникация, где вы все выложили на стол. И тебе сразу ясно, что, ну парень, у него там какой-то бардак в голове с собственной привязанностью. Или он не понимает, что он хочет. Вот мне нужна эта pain in the ass вообще. Нет, мне не нужно. У меня полно дела, у меня там, не знаю, работа, проекты. Я точно знаю, что, да, вот сейчас оно пока начинается, мне классно, но я хочу о себе позаботиться, чтобы оно не раздулось до таких вот масштабов, что я буду просто валяться на полу, рыдать, там, я не знаю, где-то под веществами, и моя жизнь будет разваливаться. Я буду хотеть, чтобы мне приехал каток, чтобы просто перестать все это чувствовать. И вот я заранее, пока это маленькое, я понимаю, что нет, он для меня вреден. Для меня вот такие отношения вредны. А вот Я если- туда не пойду. Самое страшное для меня вот в этой ситуации было, я так и не сказала, что, знаешь, я вот в тебя влюблена, ты мне так нравишься, я бы хотела с тобой встречаться. Потому что знаешь, какой для меня самый страшный страх? Что он скажет, ну ты дура. Ну, представляешь, если он скажет, Да. ты А чё, если он меня скажет тебе влюбилась? прости, многоточие, но нет, многоточие.
Ну, так бы и было, кстати, я думаю, да. Но вот как справиться с вот этим страхом, что тебе скажут, что... И вот как в школе. Ну, ты вот дура. это какой-то школьный страх. Смотри, то есть где-то, да, мы научились, что открываться. Да, это страшно. Да, говорить другому о том, что там, ты для меня важен, я хочу с тобой проводить больше времени, я тебя люблю, там, ты мне нужен. Что это очень стыдно, что ты столкнешься с таким осуждением, тебя так побьют, если ты это сделаешь. И лучше притворяться, что, да, Я на протяжении 4 лет. Да. Да, то есть как будто бы ты как будто бы так безопаснее, да, вот полностью не показать свою уязвимость. А в итоге получается, что ты платишь за это очень дорого, потому что где-то, может быть, да, в какой-то параллельной вселенной этот мужчина и хотел бы, ну, я не уверена, что в вашем случае, да, но в каких-то других случаях, может быть, в параллельной вселенной мужчина, может быть, и заинтересован был бы в отношениях, и сомневался, но он видел вот это, и он мог бояться, что я недостаточно, может быть, там нужен, или во мне недостаточно заинтересованы, меня не любят так сильно. Ну и зачем сейчас вот стоять перед очень сложными решениями, выбирать между, не знаю, опостылевшей какой-то партнершей текущей и вот этой новой, хотя я чувствую, что там у нас связь, химия какая-то, но Она я ее сложная. боюсь, да, она сложная, я ее боюсь, потому что, ну, может, у нее там таких, как я, 15, вот она такая звезда популярная, она такая яркая, вот, и она просто поматросит меня и бросит. То есть мужчины тоже могут так чувствовать, их тоже может вот это мотивировать. Она там сидит и умирает. Ну, там сидит и умирает, он не догадывается, что он там сидит и умирает. Это, знаете, как вот этих романтических комедиях. Дурацких вообще. Дурацких, оно реально- Лейм комедия Там какая-то. реально такое происходит в жизни. Такое реально происходит. То есть, когда люди, ну, ко мне приходят на терапию, они могут быть 10, 20, 30 лет в браке, и они впервые у меня в кабинете могут рассказывать, как они на самом деле трепетно любят друг друга и плакать, потому что они боялись это показать. Хотя там дети общие, вроде как, все имущество пополам. Ты можешь знать про человека все абсолютно, там, какие носки ему покупать, но ты не можешь не знать о том, что он хочет и там ждет, когда ты скажешь ему открыто, что ты хочешь его тоже, например. Вот это драма мискоммуникации. Да, это все про коммуникацию. Вот то, что мы сейчас разыгрывали, это что же про коммуникацию? Скажи мне четко и понятно, чего мне ждать. И у тебя будет 3 варианта. Да? Нет, ничего не ждать. Это больно и грустно, но мы все способны выдержать это. То есть нас... Ну да. Ну, на самом деле, Кажется, что пострадать ты очень недельку... боишься вот этого. Да, но на недельку самом деле- пострадать можно, чем страдать вот эти вот 100 миллионов лет, как Да. мы страдаем. И потом вот это вот, да, что стыдно, да, там показать свою уязвимость, что ты любишь, что ты влюблена, и тебе классно. Но если тебе скажут, фу, там какая-то дура, но это больше говорит не о том, что ты дура, да, это больше говорит о том, что это скорее он мудак. Ну да. Если он такой Они-то мудаки, скажет. это точно. Не, ну это даже на самом деле вопрос к человеку, у которого, наверное, ну совсем проблемы с эмоциональным интеллектом. Что с тобой должно быть не так, чтобы когда к тебе человек пришел и уважительно, и искренне, да, рассказал, что ты вот настолько симпатичен для этого человека, да, что вот у него какие-то уникальные чувства проснулись внутри. Ну, насколько нужно быть жестоким, чтобы посмеяться над этим, оскорбить человека. Потому что нормальный ответ такой ситуации, что слушай, я удивленный, мне льстит, что ты такое чувствуешь ко мне, я боюсь, что у меня нет ответных чувств, и там, я не готов сейчас к отношениям. Ты мне очень нравишься, но к отношениям я не готов, у нас не будет отношений. То есть все, к чему я готов сейчас, это может быть там, какой-то casual секс. Вот, это правда классно, и ты мне нравишься, но вот я сейчас точно не готов к большему. Ну И почему ты уже- никто не может так честно, хорошо себя вести? Ну я не понимаю, сложно что ли? Им тоже страшно, Потому что у них есть своя история, да, своя гендерная социализация, где как будто мужик Ну что, всегда прикольно должен же заниматься хотеть сексом заниматься. с такой классной девчонкой раз в какое-то время. У них тоже может быть страх. Вот я сейчас ей откажу, а потом, может быть, не захочется, она уже все. А она уже все скажет, занята. ба-ба-бачки, Да, чири-тири-тири-ты. Вот и все. И придется новую такую искать, а таких, как ты, не так много. Да, потому что где я, где Наташа? А еще есть вот эти вот экзотические, специфические, да, часто для гендерные такие мужские установки, что настоящий мужик, он должен всегда хотеть. И если есть женщина, которая хочет заняться с ним сексом, вот если ты нормальный мужчина, ты всегда займешься с ней сексом. Ты никогда не упустишь эту возможность. Иначе с тобой что-то не так. То есть где-то может вот этим диктоваться, где-то может страхом, что он
каких-то катастрофических последствий это сделать. То есть надо разбираться, что там за этим стоит. Но по большому счету, чтобы прийти вот к такой, казалось бы, очень простой, банальной коммуникации, нужно какую-то такую внутреннюю эволюцию совершить, да, эмоциональную, да, и в плане установок каких-то, и опыта. И часто вот эта внутренняя эволюция, она происходит там, в результате терапии. Нередко, собственно, почему. И это хорошая идея пойти в терапию, если вообще ты живешь, если у тебя очень высокий уровень страдания, скажем так, из-за любви или там, из-за чего угодно еще. Ну, в общем, наверное, вот мой вопрос бы был вообще, как перестать страдать, вообще, как перестать, как закончить, это ответ идти на терапию, да? Ну, да, с одной стороны. С другой стороны, может быть, пересмотреть страдания как-то философски, потому что страдания – это нормальная часть жизни, да, и если мы все влюбляемся, и это окей влюбиться не в того человека, ну, в смысле, что не встретить взаимности, да, что, с другой стороны, может не быть взаимности. Если ты приходишь с этим в самом начале, проясняешь ситуацию, у тебя есть, 3 линии, скажем так, как это все может развиваться. Да? Первый сценарий, тебе скажут «нет», и тогда тебе нужно прожить вот это маленькое горе, и ты расстаешься с иллюзиями, счастьем, и ты потихонечку даешь вот этой вот начинающейся привязанности разрушиться. Она разрушится рано или поздно. Чем меньше у вас будет контактов, да, чем больше ты будешь отвлекаться на какие-то другие сферы жизни, которые доставляют тебе удовольствие, и чем больше пройдет времени, тем быстрее она разрушится. Второй сценарий, да, что тебе скажут, да, ты мне тоже очень нравишься, давай попробуем. И все, и у тебя классно, у тебя вот это занималось, и дальше у вас вот этот фейерверк, и вы счастливы, и у вас классные отношения. И третий сценарий тебе скажут «может быть». Очень опасный сценарий, потому что вот это «может быть», оно нас цепляет. Сама ситуация потенциальной, что я могу выиграть, я могу потенциально получить выигрыш, она супер аддиктивна. Потому что если у вас есть вознаграждение каждый раз в 100% случаев, это становится скучно через какое-то время. Это такое вот это сладенькое, милое. Вот. Для многих у многих это убивает в том числе секс. Когда абсолютно ты всегда получаешь предсказуемое вознаграждение. Вот. А если вознаграждение возможно, то тогда у тебя внутри, у тебя все просыпается и кипит, у тебя мотивация растет, ты готов очень много сделать работы, чтобы выиграть вот эти несчастные, там, я не знаю. На этом стоит вся, по сути, да, геймификация. Ты из-за какого-нибудь, не знаю, стикера начинаешь тратить кучу денег, не знаю, в какой-то компании, потому что, хотя это мелочи, пустяк, да. И мы можем использовать это во благо, да, потому что там те же наклеечки в DBT раздают, и тебе там, наклеечка, класс, вроде мелочь. Можешь выиграть, а может... А если тебе каждый раз гарантированно будут давать наклеечки, ну, уже как-то скучно. Вот. И если вы оказываетесь в ситуации «может быть», да, вам, скорее всего, морочат голову. Но лучше не идти тогда в ситуацию «может быть». Ну, вы просто можете заранее знать, что если этот мужчина дает мне какие-то «может быть» сигналы, хотя что там может быть, да, что там он может не знать про собственные чувства. Это не про «может быть». Да? Твои чувства – это уже факт какой-то свершившийся. Ты уже сегодня знаешь, да, насколько тебе нравится эта женщина, какие у тебя планы на будущее. Да, там, я не знаю, возьмем какие-то другие примеры распространенные. Он женат, да, она любовница. И она так и ждет и надеется, что вот он когда-то разведется. Вот. И вот эта ситуация может быть, он начинает рассказывать, как жена тяжело больна. И вот она скоро умрет, секса, она все никак не помирает. И вот я не могу ее оставить, потому что А, Б, С, Д. И вот это все, это же про «может быть». Милая моя, я тебя люблю, обожаю, мне с тобой хорошо, ты мое солнышко. А вот с ней может быть, но вот когда выполнится А, Б, С, Д, она думает, вот я сейчас буду еще лучше, я буду стараться, там, если ребенка рожу, худею, все что. И вот тогда, то есть, вот на это, может быть, ее заставляет, по сути, проживать жизнь, которую она, может быть, не хотела бы прожить. Если бы ей сразу сказали заранее, слушай, нет, я никогда не разведусь со своей женой, но мне там скучно, у меня испортился секс, я не хочу вот оставаться и мучиться в этих отношениях, я хочу каких-то ярких впечатлений, хорошего отдыха, и вот за этим я прихожу к тебе. То есть очень много романов просто не начались бы, если бы мужики были честны. Мужчины говорили бы так, да, там, например, Нет, ну наоборот же тоже бывает. Недоступные, да, люди говорили бы так с самого начала. Но есть люди, которым это подходит, и это окей, и это то, чего люди ищут. Да, я хочу праздник там, на выходных,
Мне тоже вот это все раздражает, ходить носки собирать за человеком. Ой, Господи. И нам это подходит, давай, отлично, замечательно. Вот. Нет, то есть- когда люди договариваются. И когда всё люди честно, договариваются, да, у это нас кайф. открытые отношения. Нет, это все супер. У нас Я там говорю много про разных ложь. партнеров. Да, вот это тоже, может быть, это про ложь. Да. Если ты кому-то обещаешь, что, может быть, там я тебя повышу или нет, может быть, я тебе премию дам или нет, может быть, я женюсь на тебе или нет, может быть, у нас будет любовь или нет. Это bullshit. Вам, скорее всего, с вами манипулируют, скорее всего. Вот, рецепт мой такой, да, Никаких может быть. избегайте ситуации, вот может быть, привыкайте и сами избегайте давать вот это может быть людям. Потому что когда вы не говорите человеку честно и открыто, слушай, я в тебя влюблена, вы ему тоже говорите, может быть. Ну, потому что ваши глаза горят, да, там, когда вы смотрите на него. Да. И вот это тоже двойная коммуникация, да, когда вы телом одно рассказываете, да, а изо рта у вас льется какой-то другой контент, который не соответствует тому, что вы говорите телом, или тому, что вы чувствуете внутри на самом деле. То есть это так начинает делать коммуникацию запутанной. И да, и вот сначала вы привыкаете, да, к вот к этой новой коммуникации, к этим честным отношениям, очень трудным, с одной стороны, потому что очень страшно и стыдно начать это делать, и непонятно, как это делать. Это же как будто очень ненормально и стыдно вначале. Когда ты делаешь первые шаги, начинаешь коммуницировать с людьми вот так открыто. Но потом, по закону экспозиций, да, чем чаще ты делаешь что-то, тем меньше ты чувствуешь дискомфорта потом со временем. Вот, ты привыкаешь. И у тебя начинает формироваться новая норма. Для тебя становится нормальным иметь с людьми отношения такие честные, прозрачные, понятные, где ты заботишься в том числе о себе. Потому что это форма заботы о себе, чтобы ты потом тебя не рвало на части, да, и тебя не раздирало от отчаяния, от одиночества, от страха, от стыда. Ты не тратила кучу денег потом на терапевтов, да, и кучу времени своего. Счет пришлю ему. Жиза. Надо бы этой терапии. Очень дорогая, кстати, Очень пришлю. дорого Пришлю. Вот. То есть это форма заботы о себе, по большому счету, да. Чтобы заботиться о себе, нужно вообще понять, что, ты, оказывается, не заботилась о себе, ты, оказывается, плохо относилась к себе все это время до этого. И потом, да, посмотреть, что мне мешало заботиться о себе раньше. Может, у меня были убеждения, что я не имею на это права. Может, мне очень плохо знаком этот опыт, и вот это состояние, когда я расслаблена, и мне хорошо, и я счастлива. Вот. Или там какое-то чувство вины, да, за вот это вот все. Вот, и ты начинаешь привыкать вот к этой новой норме, что я счастлива, мне хорошо, я привыкла к уважению, я привыкла к прозрачности, я привыкла к честности. Я ожидаю, я сама так делаю с людьми, я ожидаю, что со мной так будут. Если я вижу... И потом, знаете, когда к этому привыкаешь, через какое-то время, да, сначала тебе надо, конечно, пережить вот этот этап, когда тебе скучно. Вот это вот очень трудно, потому что пока там у тебя в голове все перестроится, в общем, это надо прожить. Это надо просто дожить до того времени, когда это перестанет болеть. Вот эта скука перестанет мучить. А потом ты вот входишь в этот следующий этап, да, новой какой-то нормы, где ты настолько к этому привыкаешь, что ты вот просто на подлете начинаешь видеть вот этих вот, может быть... Мы сейчас говорим про мужчин, но женщины тоже так делают, просто вот... Да, и ты сразу так... это как, знаете, когда люди начинают идти в терапию, и они втягиваются, они потом сразу начинают замечать, сколько проблем у их близких. Да. И они пытаются их в терапию, давайте все в терапию. Ну, то есть у вас повышается осознанность, вы больше про это знаете. Вы начинаете видеть прям вот эти вот... Вы как в «Матрице», вы уже видите, как это все работает. Все эти схемы, вы можете предсказывать, как оно будет дальше. Вот примерно так же будет и про отношения. Да? По одному просто... Вы в Тиндере по фотографии уже будете видеть, вот по взгляду. Может быть. Что это вот мужчина, он будет морочить голову. Это не будет честная, прозрачная коммуникация. Это мужчина, который будет бояться или стыдиться сказать вам, что он любит вас, там, заботится о вас. Это тот, кто, скорее всего, посмеется над вами, когда вы какую-то уязвимость свою расскажете ему, да, или он отстранится, потому что он перестанет вас уважать после этого. Что не окей, на самом деле. Потому что это нормально быть уязвимым, мы все уязвимы. Ну вот, и вам тогда уже будет скучно. И вот это самое классное время, когда вам уже скучно вот от таких мужчин. Вот это круто, когда меняется. Да, меняется. У вас перестраивается вот этот паттерн, вы смотрите, вам уже так настолько все понятно, что там не будет близости. Вот там вы никогда этого не увидите. Потому что если пойти дальше, да, если говорить про еще более серьезные проекты, с которыми влезаешь, да, с такими мужчинами, потому что если потом вы начинаете детей вместе заводить, и это вообще трэшовая история, что с тобой может произойти там в беременности или в родах от недосыпа. И когда вся эта работа на тебе,
И он отказывается вообще в этом участвовать, разделять ответственность, работать вместе с тобой, да, или он жесток уже к твоим детям. Да, у тебя такое сердце, у тебя такая эмпатия, что ты вот прям их боль чувствуешь тут же, да, и как нехорошо с ними обращаться, обесценивать их так, да, и инвалидировать этих там, детей. Там такое начинается. Ты понимаешь, что нет, вот я с этим не готова вот в долгую, ни к себе такого отношения, ни к тем, кто для меня важен. Вот это самое классное время, потому что у тебя все это перестроилось, ты уже видишь, ты смотришь на хороших мужчин, ты думаешь, боже, у тебя такие сразу начинают сердечки с крылышками летать вокруг. Значит, все у нас будет хорошо. Да, все будет хорошо. То есть главное пройти через вот этот период скуки. Ну, по моим наблюдениям, самый сложный, потому что здесь начинаются срывы. Очень часто кажется, что это никогда не пройдет, что это всегда так будет. Но это такое, как бы, это временно, это надо пережить. И лучше и не влезать в отношения. То есть, если хочется очень секса, да, лучше заниматься, ну, сказать для себя, что в следующий год я занимаюсь сексом без обязательств, да, но я понимаю, что я не влезаю в отношения. Я даю себе время, там, какой-то моей системе привязанности, как-то прийти в чувство, успокоиться, и про отношения я буду думать позже. Вот. И не искать вот в каждом такому вот мужчине, с которым вроде как-то увлекательно все началось, что вот, ну вот, может быть, он, может быть, вот там я влюблюсь, и мы поженимся. Потому что другая еще сторона, ведь это и на самом деле, о чем говорят эксперты, что это на самом деле не совсем и зрелая это влюбленность. Конечно. Да. Потому что зрелая — это когда ты по-настоящему видишь человека, каким он есть, Да. и ты себя определяешь, какой ты есть. И вот вы оба такие голые стоите, и в прямом и переносном смысле, да, и вы друг друга видите и принимаете. Вот со всеми уязвимостями, со всеми тараканами, со всеми багами. То есть вы с таким добром к ним относитесь, ко всему этому, да, и вы хотите узнать человека, что он думает. То есть вы не ждете, как он смотрит на вещи, что он почувствовал. И вот это, когда вы по-настоящему друг друга видите, да, и вы договариваетесь, там, что вы делаете дальше, чего вы хотите оба. Вот. А такая влюбленность, скажем так, менее зрелой, да, формы, это когда ты, на самом деле, не знаешь, что там у него внутри. Что он за человек-то такой на самом деле, чем он живет, что он думает про разные вещи, да, там, от политической ситуации, да, до, я не знаю, того, нормально любить детей, если ты их воспитываешь, например. Да. Вы ничего про него не знаете. У вас есть какие-то свои интерпретации, да, какие-то свои впечатления о нем, свои фантазии про то, что это за человек. Да? Мы, как правило, идеализируем очень сильно. Мы приписываем какие-то достоинства, которых вообще не было в помине у человека. И мы вот за этим иллюзорным призом дальше гонимся, да? Потому что у нас есть вот это «может быть», и у нас мозг выбрасывает кучу дофамина, чтобы мы бежали, охотились, сделали вот эту работу очень долго. Вот. Но это чаще всего неценный приз, ваш шанс выиграть, скорее всего, в реальности гораздо меньше, и вы просто будете зря бегать несколько лет и потратите массу сил, которые вы могли бы потратить, я не знаю, на карьеру, на что угодно еще, на другие отношения, там, на себя, на здоровье. Вот. И когда ты это понимаешь, да, вот если на каждом игровом автомате, я не знаю, поставить табличку, сказать, ваш шанс выиграть равен примерно целых там куча Никто нуликов. бы не пошел играть. Ну, люди бы не играли, да, или там какие-то люди с магическим мышлением, которые думали бы, что ну вот я же сейчас там 3 раза вокруг себя там повернулся, попрыгал, молился тому, 3-му, 10-му, но и все равно в конечном итоге они думали бы, что их шансы выше, чем они в реальности. Вот, и поэтому и вы относитесь, и это тоже форма заботы о себе, да, относиться к себе вот хорошо. Я хочу участвовать в активности, которая повышает мои шансы быть счастливой. Да, и прожить какую-то жизнь, которая для меня ценна, важна. Вот этот человек, да, или вот эта работа, вот эта ситуация, да, вот эти условия, они помогают мне туда прийти или нет? То есть это такой совершенно здоровый эгоизм, совершенно нормальный эгоизм. Потому что точно так же, вот хороший такой тест, да, на то, любите вы себя или нет, да, разные ли у вас стандарты для себя самой, там, для любимой подруги, например, или для ребенка? Вот если вы считаете, что другой человек, который мне дорог, он заслуживает всего самого хорошего, а со мной что-то не так, я этого не заслуживаю, я плохая, а по делам мне сама виновата, это значит, что вы себя не любите. Да, потому что вы не можете быть хуже, да, чем другие люди. Да, и вы не можете не заслуживать. Почему-то вот все заслуживают вокруг счастья, а вы одна не заслуживаете. Почему нет? То есть если вы так про себя думаете, да, скорее всего, какие-то баги, да, из прошлого негативного опыта, да, вы вынесли вот во взрослую жизнь, и вы поэтому делаете какие-то вещи, которые вам не помогают. Да, то есть это не забота о себе. Оставаться в такой ситуации.
Вот. Отличное завершение, мне Да, кажется. давайте любить нормальных людей. В первую очередь любить себя. Да, и пора отпускать. Да, потому что я, вот, кстати, просто к тому, что вы сказали про вот это иллюзорное какое-то восприятие, да, человека, я поняла, что недавно совсем, что я скучаю не по нему, а вот по человеку, которым он никогда не был. Да, у меня то же самое, абсолютно. Я вообще не очень в курсе, что он там любит. Я помню, что мы разговаривали о какой-то фигне, если честно, о каких-то космических отношениях, а не о том, что он любит, о чем он думает, а реально политической ситуации. Я не в курсе, что он думает. Ну, то есть, по может этому быть, поводу. этот человек вообще, там, не знаю, лютый гомофоб. Вот, может быть, кстати. Я вот об этом узнала как раз в прошлом году и охренела спустя 6 вот это лет. очень хороший Может, он пример реально того, как- детей бьет. Откуда я знаю? Просто я думаю, 6 лет я не видела гомофобии в этом человеке. Ну да, это про то, что вот была идеализация, да, то есть Какая-то, где-то, да. где был дефицит информации, мозг дорисовал, и туда он положил Да. почему-то самые лучшие какие-то Да. качества, Да. ну, на наш взгляд, а не знак вопроса и там не какие-то плохие качества, Да. да. Естественно, когда мы видим такого прекрасного человека, который собрал в себе все самое лучшее на Земле, ну как не От хотеть меня. этот приз, да. Мои какие-то Да, качества. Да, в моем собственном рейтинге, да. Да. Почему бы мне не хотеть вообще положить всю себя, вообще не расшибиться об стенку, чтобы вот быть с этим человеком? Вот. И потом, да, если очень часто, ведь есть и другие истории, да, когда все-таки вроде бы хэппи-энд был в начале, потом ты пожила с ним, думаешь, боже, господи, что это? Фу таким быть. Потому что вы живете вместе, ты начинаешь С реальностью сталкиваться. с реальностью да. сталкиваться, и ты понимаешь, что ты себе столько нафантазировал, а человек-то другой в действительности. И ты не проясняла, он вроде и не виноват, потому что ты не проясняла это заранее. Да. Да, ты как бы придумала себе сама, да, поверила в это, влюбилась, бежала В свою за этим. фантазию влюбилась. Да, бежала за этим, получила это. Вот, а потом такая прививка реальности, потому что там еще, это можно бесконечно говорить, потому что как можно долго игнорировать реальность. Так работает наш мозг. Мы можем очень долго игнорировать сигналы из реальности. Вот. И потом вдруг что-то, какой-то очень большой пинок может нам помочь увидеть, и разом у тебя пазл собирается. Что вообще все было не так. Тогда резюмируем. Занимаемся собой в первую очередь. Любим себя. Ходим на психотерапию. Смотрим вообще, что у нас вообще есть в жизни, помимо других людей. Чем я вообще живу, что я хочу, что мне нравится. Стараемся избегать людей, которые говорят «может быть». Регистрируем реальность. Да, регистрируем реальность. Не додумываем ничего там, где знак вопроса. Не нужно заполнять это чем-то, что мы придумали. Нужно найти ответ на этот знак вопроса, да? Что еще? Рисковать, когда тебе страшно спросить. Да, говорить когда тебе прямо. стыдно. Да, Задать этот все-таки вопрос, что между нами происходит. прям выкладывать на стол. Потому что в худшем случае у тебя будет 5 минут стыда, вот, И неделя боли. и неделя боли. Да. Да. В лучшем случае ты сэкономишь несколько лет жизни, Да. психическое здоровье, Да. И деньги на психотерапевта. деньги на психотерапию. Или на джин-тонике. Друзья, спасибо большое, что вы посмотрели наш выпуск. Я надеюсь, то, что он вам помог так же, как и нам. Мне лично очень помог. Да, было Вот. очень терапевтично. Да, Спасибо реально. огромное. Прям Мне очень действительно, как будто бы понравилось. сеансы Реально, терапии. мне прям очень помогло. Я вот сегодня буду думать об этом очень много. Я Вот. очень рада. Спасибо Да, большое, полезно лично что для вас. пришла к нам. Вот, подписывайтесь на наш канал. Напоминаю, что у нас осталось совсем чуть-чуть до 100 тысяч подписчиков. Вот, сделайте нам, пожалуйста, этот подарочек. Вот, спасибо большое. Всем пока-пока. Пока-пока.